Генерал Власов попал в плен к немцам, согласился служить им, попытался создать свою армию, а в 1945 году был захвачен советскими войсками, отдан под суд и повешен. Почему осенью 44-го, зимой 45-го, когда было ясно, что Германия обречена, столько людей пыталось записаться в армию Власова? Просто чтобы вырваться из концлагеря? Многие из них уже давно служили в вермахте, но теперь пытались оказаться именно под началом Власова. Они все гнусные предатели Родины, садисты и полицаи? Безусловно, такие люди среди них встречались. Но были и те, кто увидел для себя шанс избавиться от фашистов, но и не вернуться к коммунистам, кто хотел сражаться против власти большевиков, против тех, кто загонял их в колхозы, кто расстреливал, бросал в тюрьмы и пытал, кто морил голодом и унижал. Они оказались на трагическом распутье. Чтобы бороться со Сталиным, надо было служить или делать вид, что служишь Гитлеру. А можно ли бороться с одним злом, заключив союз с другим, не менее ужасным? Мне кажется, что для историков Второй мировой войны следующих поколений это будет одним из главных вопросов, на которые они будут мучительно искать ответ, и так же, как и мы, не находить одного единственного. Но разбираться надо начинать уже сегодня. Вот мы и попробуем. Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня печальный день. Сегодня годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. И тема наша будет тоже печальной, трагической. Сегодня мы будем говорить о генерале Власове, о человеке, которого сначала называли спасителем Москвы, любимцем Сталина, а потом повесили во дворе Бутырской тюрьмы. О человеке, которому приходилось принимать ужасающие решения. Но никто из нас не знает, как бы мы поступили, если бы, не дай бог, оказались в его положении. Спасибо всем, благодаря кому мы записываем эту лекцию. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне. Спасибо тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. И, конечно, традиционная просьба – не забудьте поставить лайк или сделать репост. Когда за границей был впервые напечатан «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына, в Советском Союзе развернулась омерзительная кампания поношения Солженицына с невероятными гнусностями, но в частности по разным газетам, разным выступлениям стал гулять такой штамп, когда Солженицына называли литературным власовцем. Это был хитрый шаг. Слово «власовец» сразу, конечно, у советских людей должно было вызывать образ гнусного, мерзкого предателя. Почему Солженицыну навесили этот ярлык? Потому что в «Архипелаге» он несколько раз с большим сочувствием пишет о власовцах. Наверное, самая страшная история из тех, которые приведены в его книге, вот такая. Я со стыдом вспоминаю, как при освоении, то есть разграбе Бобруйского котла, я шел по шоссе среди разбитых и поваленных немецких автомашин, рассыпанной трофейной роскоши. И из низинки, где погрязли утопленные повозки и машины, потерянно бродили немецкие битюги и дымились костры из трофеев же, услышал вопль о помощи. «Господин капитан! Господин капитан!» Это чисто по-русски кричал мне о защите пеший в немецких брюках, выше пояса ногой, уже весь окровавленный, на лице, груди, плечах, спине, а сержант-особист, сидя на лошади, погонял его перед собою кнутом и наседанием лошади. Он полосовал его по голому телу кнутом, не давая оборачиваться, не давая звать на помощь, гнал его и бил, вызывая из кожи новые красные ссадины. Это была не пуническая, не греко-персидская война. Всякий, имеющий власть офицер любой армии на земле, должен был остановить бессудное истязание. Любой, да, а нашей, при лютости и абсолютности нашего разделения человечества, если не с нами, не наш и так далее, то достоин только презрения и уничтожения. Так вот, я струсил защищать власовца перед особистом. Я ничего не сказал и не сделал. Я прошел мимо, как бы не слыша, чтобы эта признанная всеми чума не перекинулась на меня,
А вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей? А вдруг особист обо мне подумает? А вдруг? Да проще того, кто знает обстановку тогда в армии, стал ли бы еще этот особист слушать армейского капитана? И со зверским лицом особист продолжал стегать и гнать беззащитного человека, как скотину. Эта картина навсегда передо мной осталась. Это ведь почти символ архипелага. Его на обложку книги можно помещать. Сегодня отношение к Власову стало, конечно, намного сложнее, чем в советские времена. Я не говорю вот про литературного власовца, про то, как власовцев изображали в советских фильмах, в советских книгах, опять же, как таких зверей просто, гнусных пособников фашизма. Даже в самых замечательных произведениях все равно взгляд был достаточно упрощенный. Готовясь к нашей лекции, я пересмотрела очень любимый мной фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах». Я сразу хочу сказать, что независимо от того, о чем сейчас пойдет речь, я по-прежнему считаю это совершенно гениальным фильмом. Он потрясающе снят, там невероятная операторская работа и, конечно, там фантастическая игра всех практически актеров. Советский военный, который попал в плен и вынужден был начать служить немцам, переходит фронт обратно и сдается советским партизанам. И он оказывается в партизанском отряде, который возглавляет старший лейтенант Локотков, который позже станет капитаном. Его, как всегда, гениально играет Орлан Быков. Сворачивается сложная история, в результате которой главный герой погибает в конце. Но в течение всего фильма мы видим, как спорит Локотков с майором Петушковым, который вечно подозревает вот этого перешедшего обратно Лазарева, коллаборациониста, предателя, негодяя. Все время хочет его арестовать, все время хочет повесить на него какие-то преступления. Хотя, по словам Лазарева, даже когда он служил немцам, он никого не убивал. А уж теперь тем более он жаждет кровью смыть свой позор. Главное, как это воспринималось, конечно же, коллизия в этом фильме, это противостояние Локоткова и Петушкова. То есть Локотков, он тоже ему говорит: ты предатель, ты такой-сякой. Но он готов ему поверить, он готов дать ему шанс. Но очень многие в отряде на это не готовы. И главное там противопоставление, главный конфликт заключается в том, можно ли простить, даже не простить, можно ли поверить человеку, который один раз изменил. Хотя тот объясняет, что он хотел жить, да, он дал слабину, вынужден был, но жаждал перейти обратно к своим. Этот фильм, не случайно, конечно, был положен на полку, цензура его в советское время не выпускала, вышел он только, когда началась перестройка, и стал открытием. Но теперь я смотрю и думаю, насколько, при всей, еще раз говорю, гениальности этого фильма, насколько здесь упрощенный взгляд на историю. Во-первых, конечно, единственный мотив, по которому Лазарев мог совершить предательство, это то, что он струсил, он хотел жить. За этим, конечно, стоит традиционный вопрос, который очень часто смершевцы задавали тем, кто вышел из плена: а почему ты не покончил с собой, когда понял, что попадешь в плен? Он хотел жить. Там, конечно, совершенно четкое разделение. Несмотря на все эти нюансы, несмотря на мысль о том, что можно поверить такому человеку, что разное бывает, но все совершенно ясно. Значит, он предатель, кто-то его презирает, кто-то его жалеет. Он совершил ужасный поступок, он совершил страшную измену. Теперь он должен искупать то, что он сделал. И это правда. И так это воспринималось, конечно. И были люди, безусловно, которые, как Лазарев, шли на службу немцам, потому что хотели выжить, потом действительно переходили фронт, попадали в руки смершевцев. Это все вполне правдиво. Но теперь, почитав про Власова, про власовскую армию, я понимаю, что это кусочек правды, что этот взгляд на историю крайне упрощен. Были совершенно другие причины, были другие мотивы, были те, кто хотели сражаться против сталинизма, против большевиков. Ужас заключался в том, что ради этого им надо было идти на союз с фашистами. Эти трагические, страшные клещи, в
которые оказались зажаты, и генерал Власов, и множество простых людей, попавших в плен, куда менее знаменитых. Я думаю, что это одна из проблем, о которой в будущем очень много будут писать историки. Когда появится возможность посмотреть на Вторую мировую войну, но уже немного отрешенно, уже более объективно, когда пройдут десятилетия. Сегодня по-прежнему кто-то пишет о Власове, что это был гнусный предатель. Кто-то называет его великим благородным героем. Кто-то называет его несчастной жертвой, героическим бойцом против большевизма. То есть разброс мнений огромный. Георгий Владимиров в своем замечательном романе «Генерал и его армия» делает так, что судьба главного героя романа, генерала Кобрисова, такого придуманного, на какой-то момент пересекается судьбой Власова. Их войска рядом стоят под Москвой, и в этот момент Власов еще очень уважаемый генерал, которого воспевают как героя. Но вот как Владимиров его описывает. Между тем генерал, о котором говорили зенитчики, и от кого исходил приказ не тратить снаряды под страхом трибунала ни на какую цель, кроме танков, находился в ограде той церкви и меньше всего собирался сесть в машину и драпать, хотя со своей высоты действительно видел все. Со стороны показалось бы, что генерал в этот час был, что называется, на выходе, как бывает выход короля к своим приближенным, чтобы на них поглядеть и себя показать. Как и у любого командира есть эта обязанность время от времени являться на люди. Для одних тягостная, для других не лишенная приятности. Этот генерал, по-видимому, относился ко вторым, да и окружавшие не сводили с него преданных и умиленных глаз. Он резко выделялся среди них, прежде всего ростом, не уменьшенным, а даже подчеркнутым легкой сутулостью. В особенности же выделялся своим замечательным мужским лицом, которое, быть может, несколько портили, а может быть, именно и делали его тяжелые очки с толстыми линзами. Прекрасно, мужественно, аскетично была впалость щек при угловатости сильного подбородка. Поражали высокий лоб и сумрачно-строгий взгляд сквозь линзы. Рот был велик, но при молчании крепко сжат и собран. Все лицо было трудное, отчасти страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли. Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно. И разве что наблюдатель, особенно хваткий, с долгим житейским опытом, разглядел бы в нем ускользающую от других обманчивость. Дальше он спрашивает у своего окружения, как называется церковь, рядом с которой они стоят. Ему говорят мученика Андрея Стратилата. И никто не знает, конечно, что это за Андрей Стратилат такой. А Стратилат, это что значит? Спросил Начарт, начальник артиллерии. Фамилия? Ты, конечно, безбожие исповедуешь. Генерал на него покосился насмешливо-добродушно. Ну, а я грешным делом немножко верую. Теперь же это не возбраняется. И широко, даже несколько театрально себя перекрестив, замерзшей огромной кистью, сложенной в троеперстие, ответил на вопрос Начарта. Стратилат значит полководец, стратег. О, тогда это имеет значение, очень большое. Разрешите поздравить. С чем же? Ведь мученик. Сказал Начарт. А мы не мученики. Начарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого со своим отрядом, теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», — решил генерал. Но не слишком устрашаясь будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Понятно, что этот разговор придуман Владимировым, но здесь хорошо виден авторский взгляд на героя. Потом, конечно, Владимирова тоже будут за это разоблачать. Но это уже другая история. Что же из себя представлял Андрей Андреевич Власов? Вот этот генерал. Первая часть его жизни, ну, как, впрочем, и вторая, пришлась на тяжелые, бурные годы. Он родился в 901 году. Но при этом, в общем, можно сказать, что до начала Второй мировой войны он жил, ну, по крайней мере, внешне, куда более удачливо, чем многие другие его современники. Он родился в Нижегородской губернии, в семье бедного крестьянина, 13-м ребенком в семье. Отец подрабатывал портным. Это значит, что удавалось ему содержать семью. И я не исключаю, что вот эта бедность была потом Власовым где-то преувеличена, ну, ради анкеты. Отец очень хотел дать детям образование,
что тоже говорит уже о таком непростом характере, непростой семье. Но денег не хватало. Правда, старший брат Власова уже зарабатывал, и вот он оплачивал образование своего братика, и тот учился сначала в церковной школе, потом его отправили в семинарию, где он немножко поучился, и, соответственно, вот какое-то образование, трудно судить, насколько хорошее, он получил. Начинается революция. И, в общем, понятно, что священником уже вряд ли имеет смысл быть. Естественно, для крестьянского мальчика семинария – это социальный лифт. Но этот лифт больше не работает. Он начинает учиться на агронома, но недолго это продлилось, его призвали в Красную армию. Тоже такая интересная вещь. Мы вообще о молодости Власова знаем мало. Большая часть того, что мы знаем, это то, что он сам кому-то рассказывал. Соответственно, мог он что-то забыть, мог что-то изменить, в разное время говорить разное. Проверить все это очень трудно. Но во всяком случае мы можем обратить внимание на такую вещь, что, скажем, среди будущих командиров Красной армии будут те, кто пошли добровольцами в Красную армию по идейным соображениям. Его призвали. Он особо не стремился, очевидно. И другая вещь, на которую многие потом будут обращать внимание, кто-то для того, чтобы создать более приятный портрет Власова, а кто-то наоборот, чтобы увидеть в этом уже залог его будущего предательства, это то, что в партию он вступил только в 30-м году. То есть он делал военную карьеру и делал ее очень успешно, но совершенно не считал своим долгом вступать в партию. Он действительно оказывается хорошим военным. Он прослужил всего несколько недель, и его уже отправили на командирские курсы. Как-то он себя проявил хорошо. Становится командиром, сначала командиром взвода. Потом он будет делать такую стабильную, хорошую карьеру. Он, естественно, воевал во время гражданской войны, сражался с Врангелем, потом их отправили сражаться с бывшим союзником Махно. Все он делал, что полагается. Это не вопрос. Когда война закончилась, мог бы демобилизоваться и вернуться на курсы агрономов или чем-то еще заняться. Он остается. Наверное, опять же, понимает, что это хороший социальный лифт. Может быть, почувствовал призвание. Понравилось ему. И он начинает делать карьеру как красный командир. Через много лет, в другой жизни уже, находясь в Германии, он выпустит обращение, которое назовет «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». Меня ничем не обидела советская власть. Я сын крестьянина, родился в Нижегородской губернии, учился на гроши, добился высшего образования. Я принял народную революцию, вступил в ряды Красной армии для борьбы за землю для крестьян, за лучшую жизнь для рабочего, за светлое будущее русского народа. С тех пор моя жизнь была неразрывно связана с жизнью Красной армии. 24 года непрерывно я прослужил в ее рядах. Я прошел путь от рядового бойца до командующего армией и заместителя командующего фронтом. И дальше он объясняет, что случилось. В годы гражданской войны я сражался в рядах Красной армии, потому что я верил, что революция даст русскому народу землю, свободу и счастье. И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил. Очень трудно понять, насколько это искренне. Очень хотелось бы понять, в какой момент у него зародилось сомнение в правильности той власти, которой он служит. Он разные вещи рассказывал. Опять же, насколько он был искренний, очень трудно сказать. Есть такая история, опять же, которую мы знаем с его слов, как он сидел и читал газету в годы коллективизации, где в статье описывалось, как прекрасно проходит коллективизация, как раскулачивают, высылают кулаков. В общем, можно было понять, какие ужасы творятся в деревне. И он с женой обсуждал, и, очевидно, они как раз говорили о том, как страшно, какой кошмар происходит. Тут еще важный момент, что где-то в эти годы Власов, уже преуспевающий военный, подарил родителям корову. И у них потом были неприятности из-за этого. То есть, очевидно, их раскулачивали. Их не выслали, но ничего хорошего не было. Они с женой это обсуждают, и входит его начальник штаба. И, очевидно, слышит, о чем идет речь. И Власов ему тут же говорит: какая статья интересная, какая хорошая статья, как тут все правильно написано. И когда тот ушел, то жена ему сказала: Андрей, как ты можешь так жить? Мы понимаем, что таким образом жили многие. Но этот вопрос, наверное, был для него актуален.
Вот как можно так жить? В какой момент он по-настоящему об этом задумался? Наверное, мы уже никогда не узнаем. Его старший брат, вот тот самый, что платил за его обучение, погиб во время гражданской войны, как Власов потом писал в анкетах. Но вообще-то позже он рассказывал, что брата расстреляли красные. И, наверное, это тоже не могло не сыграть свою роль. До поры до времени все продолжается вполне спокойно. Он служит, он делает военную карьеру, он приобретает военное образование. Причем его вот эта спокойная, насколько мы можем судить, служба приходится на дикие, страшные 30-е годы, которые, в частности, конечно, были жуткими для военных. Идет ужасающая чистка в армии. Похоже на то, что Власова все эти ужасающие удары миновали. Во всяком случае, в 1937 году он становится командиром полка. Понятно, очень много мест освободилось из-за арестов. В 1938 он уже помощник командира дивизии. Его отправляют в Китай. И в 1939 году он оказывается в Китае одним из советников, отправленных к Чан Кайши. Мы говорили об этом в лекции о Мао Цзэдуне, что теоретически главной поддержкой советского государства пользовался Мао Цзэдун и его коммунистическая армия. Пользовались действительно. Но Сталин все время играл на противоречиях, как он и любил. Он не сразу понял, кто здесь будет главной силой. Он был готов договариваться и с главным врагом Мао Цзэдуна, с Чан Кайши. Ему было так удобно стравливать эти две силы и от каждой из них что-то получать. И вот к Чан Кайши тоже были отправлены советники. То есть, естественно, были военные советники у Мао, но и у Чан Кайши тоже. Власов оказывается там, и, судя по всему, он очень хорошо там служит, потому что он получил орден от Чан Кайши, а его жена, которая очень была влиятельна, подарила ему часы. Дальше какая-то странная история, что по возвращении и орден, и часы у него власти отняли. Непонятно, в какой момент он это рассказывал, что там действительно произошло. Есть, на мой взгляд, совершенно уморительные свидетельства генерала Соркина, сотрудника ГРУ разведки, который тоже в молодости служил в Китае. Мы не знаем, какие были отношения у Соркина и Власова, когда они были в Китае, но ясно, что уже в очень позднее время, когда, став генералом, он делится своими воспоминаниями, понятно, какой у него есть образ Власова. И он вспоминает следующее. «Мне известен лишь один случай недостойного поведения советника. В 1939 году советником, командующему группой армии Янь Сишаню, был назначен под фамилией Васильев полковник Власов, тот самый предатель. Вскоре нам стало известно, что в одном из разговоров командующий заявил ему, что в помощи не нуждается, так как у него собственная тактика и собственная стратегия. Командующий создал ему особые материальные и бытовые условия и стал возить с собой. Ну, то есть, мол, ты мне не нужен, но просто тут живи и всюду со мной разъезжай. Очевидно, тут такой подтекст. Власова эти условия вполне устраивали. В войсках, куда они приезжали, появились лозунги «Да здравствует маршал Янь Сишань» и русский генерал Васильев. Климент Ефремович Ворошилов, которому об этом было доложено, приказал мне немедленно его отозвать, что и было выполнено. Эта история, которая вызывает такое возмущение товарища Соркина, а ее ведь можно толковать совершенно по-разному. Его всюду возили с собой и создали для него какие-то особые условия, наверное, потому что он был очень ценный кадр. Всюду его приветствовали наравне с китайским командующим. Это тоже о многом говорит. То, что его отозвали, тоже о многом говорит. Ворошилов был человек злой, человек завистливый, человек бездарный, как военный. И тут, возможно, какие-то подводные течения, что вот слишком большую популярность, не исключено, что Власов там приобрел. Хотя, с другой стороны, такой интересный факт, что он вернулся, в общем, большая часть советских специалистов, в частности военных советников, служивших за границей, когда возвращались, попадали в ГУЛАГ. С Власовым этого не происходит. Это такая интересная деталь. Ну, повезло человеку. Или какие-то у него были связи. Мы этого не знаем. Он продолжает свою военную карьеру. В начале 1941 года он оказывается командующим корпусом Киевского военного округа. Разговоры о том, что он там беспрерывно подписывал смертные приговоры, не знаю, очень может быть. Другой вопрос, мог ли он их не подписывать. Но понятно, что любой человек, служивший
вот в этой армии, на командных постах, много чего должен был подписывать, много за что должен был голосовать. Это не оправдывает, естественно, тех, кто подписывал смертные приговоры. Это показывает, в какой ужасающей ситуации все находились. Дальше начинается война. Власов воюет под Львовом, затем отходит к Киеву. Здесь вместе с Юго-Западным фронтом он попадает в окружение и выходит из него. В очень интересном фильме Алексея Пивоварова «Вторая ударная армия. Преданная армия Власова» я обратил внимание на такие слова. Уже во второй половине 1941 года он, обращаясь к солдатам, говорит, что когда он выходил из окружения, вот из того первого окружения в сентябре 1941 года, он продержался, и главное качество, которое помогло ему выстоять, это верность. То есть вот он был верен идее, верен своему войску, и поэтому они прорвались. И вот мы сейчас тоже будем верными, и поэтому мы выстоим. Ну, как мы знаем, все получилось по-другому. В ноябре 1941-го его переводят под Москву, дают командовать 20-й армией Западного фронта, а Западный фронт – это главный фронт, принимавший удар немцев под Москвой. В этот момент происходит его первая встреча со Сталиным ночью 10 ноября. Естественно, потом он будет с восторгом об этом рассказывать. Говорит Сталину, что необходимо подкрепление, что вот выстоять с теми не слишком обученными, не слишком готовыми к войне войсками, которыми в тот момент располагает командование, невозможно. Нужны подкрепления. А Сталин говорит, что с подкреплениями, мол, любой выиграет. А вы, мол, выиграете без этого. Но при этом армия Власова получает 15 танков. То есть все-таки какое-то подкрепление им дают. Роль Власова в победе под Москвой была, конечно, очень велика. Но мы не можем сказать, что он там был главным, хотя потом его называли спасителем Москвы. Вот тот короткий период между успехами под Москвой и его попаданием в окружение на Волховском фронте. 5 декабря 1941 года, вот в этот переломный, страшный момент Московской битвы, армия Власова останавливает немцев на своем участке. Затем они переходят в контрнаступление и с тяжелейшими, конечно, боями отбивают Солнечногорск и Волоколамск. Власова восхваляют, Власов получает орден Красного Знамени, о нем пишут в газетах, и он становится одним из героев Московской битвы. Историки обратили внимание, что к Власову отправляют иностранных журналистов. Понятно, что журналист не мог так просто вот приехать и с кем-то встречаться. Это значит, что Власов уже определен на роль такого человека, который может хорошо представлять Красную армию перед иностранцами. В середине декабря к нему приезжает американский журналист, который отмечает его популярность в войсках и его оптимизм. Потом с ним встречается французская журналистка, и она напишет, что она общалась с одним из тех молодых командиров, которые быстро набирают популярность, которых любят все представители Советского Союза. Она описывает разговор с ним, о том, как он упоминает опыт Наполеона, опыт Петра Великого, как он интересуется Гудерианом, здесь же воюющим под Москвой с немецкой стороны. Тоже интересная вещь. Он интересуется генералом Шарлем де Голлем, который в этот момент еще совсем не является каким-то великим спасителем Франции. То есть он знает де Голля. При этом Власов совершенно не виден в каких-то политических делах, высказываниях. То есть есть ощущение, что он просто служит и ни во что не вмешивается. Естественно, все нужные слова говорит, естественно, пишет жене, как он восхищен товарищем Сталиным. Все правильно делает. Вот эти жуткие месяцы первой половины 1942 года нашла об этом речь в лекции о Сталине и войне. Этот отрезок войны, он у нас как-то выпадает. Вот есть героическая Московская битва, а потом Сталинградская битва. И как будто бы и немцы, и Красная армия от Москвы перенеслись к Сталинграду. Но это же не так. В течение первых месяцев 1942 года шли жуткие, страшные, кровавые бои в самых разных местах фронта. Одна из тяжелейших ошибок Сталина, которая совершенно типична для него и вполне объяснима, исходя из его психологии, из психологии человека, для которого люди другие ничто, пыль. В начале 1942-го Сталин, окрыленный успехом под Москвой, приказывает перейти в наступление на всех фронтах
изгнать захватчиков с территории СССР и добить их на чужой территории. То есть он все еще живет вот этими старыми довоенными представлениями, что если будет война, она завершится малой кровью на чужой территории. В этот момент это абсолютно невозможно. Но считается, судя по воспоминаниям всех там, великих, начиная с Жукова, что они даже пытались ему возражать. Насколько сильно они пытались возражать, можно спорить. Но это было абсолютно невозможно. Армия после тяжелейших боев, после отступления лета 41-го, после боев под Киевом, под Ленинградом, под Москвой, армия абсолютно обескровлена. Нету возможности проводить полномасштабное наступление. Товарищ Сталин хочет этого. Значит, наступление начинается. Оно довольно быстро захлебнется везде. Захлебнется и, естественно, ценой множества потерь. Отсюда потом будет разработана идея другого наступления в мае на юге, что тоже приведет к страшным жертвам. Это уже другой разговор. Попытки отбросить немцев от Москвы подальше, в снегах, с ужасающими жертвами, но они довольно быстро, к весне они уже остановятся. И была еще одна задача, тоже, в общем, вполне понятная, но совершенно нерешаемая в тот момент. Это снятие блокады Ленинграда, которая началась осенью 1941 года. Ленинградский фронт несет тяжелейшие потери. В сентябре Ленинградский фронт был в ужасающем состоянии, но выдержал, устоял. И не меньшие потери несет Волховский фронт, который здесь тоже неподалеку от Ленинграда ведет бои. Командующий Волховским фронтом генерал Мерецков, который был арестован, его жутко избивали, глумились над ним. И вот эта вот страшная история, которую он сам описывает в своих мемуарах, когда его вытащили из тюрьмы, потому что поняли, что он нужен на фронте, и вот этого избитого, искалеченного, изломанного человека привозят к Сталину, он заходит, а Сталин ему говорит: как вы себя чувствуете, товарищ Мерецков? Сталин прекрасно знал, что делали с Мерецковым в предыдущие месяцы. Мерецков отвечает: хорошо себя чувствует, товарищ Сталин. И, значит, вот, мол, хочу скорее начать воевать. И его отправляют на Волховский фронт. Понятно, что человек вот с этим опытом недавних издевательств, пыток, избиений, он не посмеет по-настоящему возражать Сталину. Он, конечно, будет делать все, что ему приказывают. Да, с другой стороны, психология практически всех, большей части, подавляющей части советских командиров в этот момент любой ценой побеждать. Бабы новых нарожают, вперед, вперед и вперед. Это примерно и происходит на Волховском фронте. Сюда присылают Власова, который служит как заместитель Мерецкова. Мерецков через много лет в своих воспоминаниях будет описывать Власова как очень тяжелого в общении, как безинициативного, слишком амбициозного. Но, опять же, думал он так в тот момент, вот весной 1942 года. Или это потом он уже пишет, потому что нельзя похвалить предателя, мы уже никогда не узнаем. Но, во всяком случае, Мерецков и Власов гонят вперед свои войска, а это леса, это болото, это невероятно тяжелая ситуация, при том, что они, конечно, не получают подкреплений никаких. При этом позже, когда вдруг возникнет безумная идея, что надо расформировать Волховский фронт, подчинить его Ленинградскому, значит, Мерецкого переводят на Западный фронт, потом опять создадут Волховский фронт, Мерецкого вернут. Но он, надо отдать ему должное, несколько раз будет обращаться в Ставку и просить отправить подкрепление во вторую ударную армию, которой командует Власов, потому что она находится в страшном совершенно положении. Обо всем этом вот в фильме Пивоварова очень подробно рассказано, как конина превращается в деликатес, как кору грызут. Сначала снега, потом болота, в которых они тонут. Мерецков говорит, что не волнуйтесь, товарищ Мерецков, мы, конечно, все решим. Никаких подкреплений, естественно, они не получают. У них кончаются снаряды, у них кончаются патроны, у них кончается еда. Полный ужас. Мы снова не знаем, что переживал Власов, когда он видел
как распадается его армия, как погибают люди. Он, конечно, выполнял все приказы, он, конечно, говорил все слова. Но то, что там творилось, наверное, тоже на него влияло. Неподалеку от второй ударной армии сражался Николай Никулин, тогда молодой мальчик, а потом искусствовед и автор невероятных пронзительных мемуаров о войне. Я уже эти воспоминания Никулина цитировала тоже в лекции о войне, но, наверное, имеет смысл еще раз к ним обратиться, потому что он описывает вот ровно те обстоятельства, в которых воюет Власов. И весь 42-й год лилась и лилась кровь, все же помаленьку подтачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа. Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружие было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров наперечет. Шли в бой необученные новобранцы. «Атаковать!» – звонит хозяин из Кремля. «Атаковать!» – телефонирует генерал из теплого кабинета. «Атаковать!» – приказывает полковник из прочной землянки. И встает сотня Иванов и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые, пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства. Не так просто убивать людей ряд за рядом, а они все идут и идут, и нет им конца. Страшные воспоминания в фильме Пивоварова, с одной стороны, советских военных, которые рассказывают, как по трупам шли. Несколько слоев лежали трупы, а приходилось иногда даже наступать на них, чтобы в болото не провалиться. И шли. А есть немцы, которые вспоминают, что они не понимали, что это за война такая. Один говорит, что русские шли с криком «Ура!», и поэтому мы даже в тумане понимали, куда стрелять. Важно закричать «Ура!», якобы с криком «За Родину, за Сталина». И это и тоже облегчает немецким пулеметчикам дело. Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и 3-4 десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6-7 тысяч штыков, а в конце операции ее потери составляли 10-12 тысяч за счет постоянных пополнений. А людей все время не хватало. Оперативная карта Погостья усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны – давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно кадровые немецкие дивизии тают. Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку, проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплые укрытия и лезть под пули. Часто артиллерийский офицер выявил цели недостаточно, и, чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям, хорошо, если не по своим, хотя и такое случалось нередко. Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне, а снаряды и еда не подвезены. Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо. Путаница, неразбериха, недоделки, очковтирательство, невыполнение долга, так свойственные нам в мирной жизни, на войне проявляются ярче, чем где-либо. И за все одна плата – кровь. Иваны идут в атаку и гибнут, а сидящий в укрытии все гонит и гонит их. Удивительно различаются психология человека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой. Когда самому не надо умирать, все кажется просто вперед и вперед. Очень было бы интересно понять вот эти просто разрывающую душу строки Никулина, насколько они относятся к Власову. Вот что он думал, отправляя своих солдат вперед воевать? Ему было все равно, или же у него болело сердце? Но этого мы никогда не узнаем. Ясно, что темный образ Власова предполагает, что ему было наплевать, а потом просто предал, чтобы себя спасти. Светлый образ предполагает, что душа болела, и поэтому он перешел на сторону немцев. Как узнать? Непонятно. Конечно, леса эти и болота
были завалены абсолютно мертвыми телами. Да и до сих пор они там лежат. В 1999 году был у нас первый школьный байдарочный поход, и шли мы по реке Волхов. И предупреждали детей, что не надо уходить далеко от реки в лес, потому что там могут быть и мины, и все что угодно. Один непослушный мальчик отошел на 2 шага, тут же вернулся, принес каску. То есть вот все валяется там брошено. Можно себе представить, что творилось там. Можно вспомнить опять эти описания Никулина, как трупы вертикально замерзали, вот прям потому что наступали по сугробам. Так весь этот ужас продолжался довольно долго. Вторая ударная армия оказывается в окружении. Почему здесь столько народу положили? План был разорвать немецкую группировку, ну и таким образом снять блокаду. Ничего не получилось. Положили огромное количество людей, почти никуда не продвинулись. Вторая армия оказывается в окружении. Уже ни о каком нормальном снабжении здесь речи нет. Они пытаются вырываться по узкому коридору, который то открывается, то закрывается. Вроде как вынесли раненых. Пытаются сами выходить под бесконечными обстрелами. И дальше, в конце июня, Власов приказывает всем разбиться на маленькие группки и выходить самим из окружения. Больше он ничего сделать не может. Одно из важных обвинений, которое предъявляется Власову, заключается в том, что он виноват в разгроме второй армии. Вот плохо управлял, плохо командовал. Как все складывалось на самом деле, очень сложно понять. За несколько месяцев до этого под Москвой он проявил прекрасные командирские качества. Что было здесь? Где его вина, а где вина более высокого командования? Это должны разбираться военные историки и будут разбираться еще очень долго. Есть легенда о том, что якобы в последний момент Сталин прислал за Власовым самолет, чтобы его вывести. Но, очевидно, она основывается на том, что вообще Власова считали любимцем Сталина в то время. И вот он прислал ему самолет, а Власов отказался, потому что хотел разделить судьбу своих людей. Это очень тоже непонятный вопрос. По легенде этот самолет прилетел, там непонятно, где он мог опуститься. Так что не исключено, что это придумано. Хотя мы увидим, что в совсем других обстоятельствах, совсем в другом месте ему тоже будут предлагать улететь, и он откажется. Если он это сделал дважды, вот если найти когда-то подтверждение, то это, конечно, очень много говорит о его характере. Найдем ли мы когда-либо? Бог весть. С 24 июня по 12 июля Власов бродит по лесу в сопровождении сначала маленькой группы его людей, потом только с поварихой. Что с ним происходило за эти неполные 3 недели? Это тоже очень интересный вопрос. Есть очень простая версия. Оголодал товарищ генерал, понял, что дело плохо, струсил, пошел к немцам. Конечно, Власов знал, что честь красного командира, как она представлялась смершевцам, как она представлялась Сталину, требовала от него, чтобы он покончил с собой. Он, конечно, знал о судьбе генерала Самсонова, генерала царской армии, который в августе 2014 года попал в окружение и покончил с собой. Одна исследовательница оксфордская, рассуждая об этом, пишет, что вот у Самсонова было за что умирать, а Власов за эти недели осознал, что Сталину он служить не хочет и ради Сталина кончать с собой не будет. Я не знаю, насколько правильна такая оценка Самсонова, мы не будем уже в это удаляться. Но Власов сам объяснял, что он изменился и все осознал именно за эти недели, пока он блуждал по лесам. Ясно, что Власов много чего повидал за предыдущие 2 десятилетия. Его погибший брат, его родители в деревне, чистка в армии. Все это вообще должно было заставить его задуматься раньше. Что же должно было? Во всяком случае, наверное, когда он смотрел на свою погибающую армию, то все эти разрозненные ощущения сложились во что-то целое. Был еще один фактор, о котором до последнего времени говорилось очень мало или совсем не говорилось. Это то, какое огромное количество советских солдат и командиров сдавались в плен в первые месяцы войны. Об этом много пишет историк, вызывающий очень противоречивые
оценки. На мой взгляд, очень интересный историк. Можно не совсем соглашаться, но, во всяком случае, к мнению его стоит прислушаться. Это Марк Солонин, который считает вот эти вот огромное количество пленных и перебежчиков в первые месяцы войны важнейшим фактором неудач. Я говорила об этом в лекциях о войне. С его точки зрения, это был главный момент. Вовсе там не техническая отсталость, не еще что-то, а вот то, что люди не хотели воевать за Сталина. И еще не понимали, что они воюют за Родину. Вот за это государство, которое их загнало в колхозы, которое их сажало, мучило, они воевать не хотели. А ведь действительно, кто составлял большую часть солдатиков на войне? Крестьяне, пришедшие из этих голодных колхозов. Солонин приводит страшные совершенно цифры, из разных источников им полученные. Например, он пишет о том, что в начале войны пленные составляли 89% от общего числа пленных и пропавших без вести. То есть давали общую цифру. Попали в плен и пропали без вести. А из них почти 90% это те, кто в плену. Он пишет о том, что на Западном фронте число пропавших без вести и пленных в 1941-м было в 7 раз больше числа убитых. То есть люди бежали просто беспрерывно. За 6 месяцев войны в плену оказалось 63 генерала. В это время переписываются у немцев Кейтель и Канарис, и Кейтель пишет, что в нашем распоряжении 1,5 миллиона трудоспособных военнопленных. То есть это те, кто попали в плен, по крайней мере, без тяжелых ранений. Другая вещь. Какое количество людей перебегало просто на сторону немцев. Уже в начале 2000-х будет опубликован доклад комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, где все тот же внимательный Марк Солонин нашел такую цифру. Перебежчики составляли не более 1 или 1,5% от всех военнопленных. Это очень мало, но он резонно пишет, это около 40 тысяч человек. У немцев было столько пленных, что они не понимали, что с ними делать, и они некоторых отпускали, потому что где-то надо их охранять, кормить. Причем наше вот обычное представление, и оно соответствует действительности, что многие попадали в плен ранеными, в бессознательном состоянии. Это очень часто подчеркивалось в советское время, чтобы как-то оправдать это пленение. А вот Солонин приводит такой пример. Конечно, не массовый, но все равно очень интересный. 22 августа 1941 года ушел к немцам майор Кононов, член партии большевиков с 1929 года, кавалер ордена Красного Знамени, выпускник Академии имени Фрунзе, с большей частью бойцов своего 436-го стрелкового полка Брянского фронта, с боевым знаменем и даже с комиссаром Панченко. Даже комиссар, который знал, как вообще-то с комиссарами немцы обходятся, он тоже идет. Вот что случилось? И Власов потом вспоминал, что в какой-то момент, вот в эти первые месяцы 1941 года, когда вдруг оказалось, что в штабе, в ППХ были оставлены важные секретные документы, и он поехал за ними и обнаружил, вот вернувшись в город, откуда только что ушли советские войска, он обнаружил, что там уже готовятся к встрече немцев, что там уже цветы готовят, хлеб-соль. И люди из его окружения хотели начать стрелять по этим встречающим немцев, а Власов им не дал. Наверное, это как-то тоже у него в голове крутилось, что есть люди, которые ждут наших врагов. А почему? Это, кстати, тоже видно в записных книжках Василия Гроссмана, который ездит летом-осенью 41-го по прифронтовым деревням. Он не мог, конечно, прямо записать это в своих книжках, но видно, как целый вечер говорим с крестьянами, объясняем им, кто такие фашисты. Тяжелые разговоры, разные разговоры. Его там кто-то спрашивает, кто-то говорит, жили вот при большевиках, поживем при фашистах. Понятно, что ощущалось, что были те, кто фашистов ждали. И, наверное, это тоже на Власова давило. Были другие вещи, о которых, конечно, он тоже думал, пока бродил там в волховских лесах. Что будет с его родными? Он прекрасно понимал, что
что если он попадает в плен, на них обрушатся репрессии. Очень много в желтой прессе написано о том, как Власов изменял своей жене, сколько у него было женщин, что была женщина в Ленинграде, которая ему дочку родила еще до войны, что он практически одинаковые письма писал своей, так сказать, законной жене и своей второй жене, которую он завел на фронте, которая родила от него сына. Подтекст такой, что вот, мол, он не только отечеству, но еще и жене изменял. Он какой моральный разложенец. Можно подумать, что другие генералы, которые не изменили, они все были морально выдержанные. Но ведь на самом деле здесь совершенно другая проблема. Он прекрасно знает, что все, кто с ним связаны, пострадают, если он уйдет к немцам. Он прекрасно знал, что еще в августе был издан 270-й приказ, по которому командиры и политработники, убегающие в тыл, дезертирующие или сдающиеся в плен, считаются злостными дезертирами, и семьи их подлежат аресту. А солдатов, попадающих в плен, надо уничтожать всеми средствами, как изменников, и наземными, и воздушными, то есть можно их бомбить. А их семьи считаются семьями изменников Родины, лишаются довольствия и так далее. Его семья подлежит аресту, если он сдастся в плен. Так и было. Его законная жена Анна Воронина получит 5 лет, по некоторым сведениям 8, но во всяком случае отправится в лагерь. Его, так сказать, походно-полевая жена, ППЖ, Агнеса Подмазенко, которая будет отправлена в тыл, потому что она была беременна от него, она тоже такую удивительную совершенно жизнь проживет. Власов убеждал ее, что он может заочно развестись, что она его жена. И она, вернувшись в тыл, все время подчеркивала, что она жена генерала Власова. Так бы, может быть, ее и не коснулось это. Так как она все время везде писала, говорила, что она жена генерала, то ее тоже посадили на 5 лет. Отбыла она эти 5 лет. Потом, конечно, было страшное пятно в ее анкете. Она там в Бресте работала врачом, еще в разных местах, в Поволжье была. И она, конечно, потом это скрывала. И даже вроде бы как были фотографии дома военные, где какое-то лицо было вырезано. И ее сын, которого звали Андрей, не знал, чей он сын. Только после смерти матери в 90-е он об этом узнал. И он сделал карьеру, и он был секретарь парткома Куйбышевского университета, и он был лектором при первом секретаре обкома, то есть вот такие вот лекции по марксизму-ленинизму читал. Я бы хотела понять, что испытал этот человек, когда уже во взрослом возрасте он узнал, что он сын генерала Власова. Это удивительная история. Даже эта повариха злосчастная, с которой он сдался, и она отсидела 5 лет. Мало того, и родители. Ну, мать умерла в 1933 году. Отец вроде бы дожил спокойно до 1944-го. Но отец после смерти матери женился снова. Так мачеху эту, которая не видела, очевидно, или, может, там совсем немного видела этого сына своего мужа, ее в ссылку отправили. Наверное, он обо всем этом думал, но все-таки решил сдаваться. 12 июля он выходит в деревню. Тут тоже очень различаются рассказы. Есть версия, что староста его выдал. Есть версия, что он сам готов был уже идти к немцам. Во всяком случае, за ним приезжают. Ну, понятно, попалась большая птица. В какой-то момент он подвергается каким-то унижениям. Шла колонна военнопленных, его поставили первым, чтобы вот все видели, что мы взяли генерала. Его вежливо допрашивали. Был момент, когда какой-то немецкий майор потребовал, чтобы он встал перед ним. Власов отказался, но никаких там избиений за этим не последовало. Уже в лагере для военнопленных их выводили на общую поверку, перекличку, а он возмутился, потому что по правилам там какой-то Женевской конвенции высшие чины не должны этому подвергаться, отдельно проверяют их. Но в целом с ним обращаются очень вежливо. Его привозят под Винницу в лагерь для высоких военных чинов. И сразу, конечно, с ним связываются разные планы. Тут надо понять такую вещь. Внутри вермахта были люди, которые считали вот эту жуткую, людоедскую, человеконенавистническую политику нацистов на оккупированных территориях неправильной. Можно обсуждать, почему они так думали. По гуманистическим соображениям, или потому что они не принимали нацизм, или потому что они считали, что это разлагает армию, а не так, чтобы они очень жалели людей.
разные были факторы. Очень характерно, что многие из этих людей потом в 1944 году будут участвовать в заговоре Штауфенберга. И это тоже интересная вещь. Это не оправдывает их, естественно. Служили в агрессивной армии, участвовали в этих захватах. Это просто тоже показывает, что и в вермахте, и даже в войсках СС разные были совершенно люди. И когда-нибудь и этим тоже займутся историки. Во всяком случае, есть довольно много людей в вермахте, которые хотели бы вот что-то показать русским людям. То есть не просто там их подавлять, объяснять им, что они недочеловеки, морить их голодом, а попытаться как-то их переманить на свою сторону. И вот они ищут какую-то крупную фигуру, которой можно было бы оперировать, которую можно было бы вот выставить и сказать: смотрите, вот этот человек с нами. Они пытаются с разными захваченными в плен людьми работать. Вот, судя по всему, они пытались на эту роль выдвинуть Якова Джугашвили, сына Сталина, которого Сталин не стал выменивать и который потом погибнет в лагере. Но вот он отказался. Каких-то еще там генералов пытались разрабатывать, они отказывались. А Власов уже в этом лагере в Виннице вместе с полковником, который потом действовал под псевдонимом Владимир Боярский, они написали такое письмо командованию вермахта, призывая их пересмотреть свое отношение к людям на оккупированной территории, к военнопленным. И тут тоже интересно, они сами до этого додумались? Или кто-то их подводил к этому? Или они поняли, что, может быть, будут какие-то люди, которые отреагируют на это письмо? К ним начинают приезжать в этот лагерь, а там небольшой был лагерь, там человек 100 содержалось. Вот начинают приезжать разные люди, как-то их разрабатывать. И приезжает очень интересный человек, который долго потом будет связан с Власовым и оставит воспоминания, которого зовут Вильфрид Штрик-Штрикфельд. Он прекрасно говорит по-русски, потому что он был из ливонских немцев. Он учился в Санкт-Петербурге. Он сражался в российской армии в Первой мировой войне. И, судя по всему, он испытывал вообще очень теплые чувства к России, как и к Германии. Вот у него такая была двойная идентичность. После революции он сражался на стороне белых в гражданской войне. То есть вот не плюнул на Россию, пытался что-то здесь сделать. Потом он жил в Риге, в независимой Латвии, занимался бизнесом. А еще он был связан с Красным Крестом, с нансеновскими организациями. Он помогал голодающим. То есть он как-то вот пытался что-то сделать для России. В 1939 году немцы будут проводить такую усиленную политику вывоза этнических немцев из Латвии, Литвы, Эстонии, вывоза их в Польшу. То есть им было уже понятно, что эти балтийские страны будут захвачены Советским Союзом. Договор-то заключен был, пакт Молотова-Риббентропа. Этнических немцев вывозили в Польшу, потому что Польша – это теперь будет жизненное пространство для арийской расы, здесь нужны немцы. Штрикфельд тоже туда выезжает, он будет служить как переводчик в армии. Конечно же, его совершенно не устраивала вот эта политика выжженной земли, отношение к славянам как к недочеловекам. Он пытается что-то изменить. Мы тоже можем сказать, он служил, конечно, служил в армии. И не знаем, там, опять же, чем он занимался конкретно. Но вот он пытался. Они довольно быстро подружились с Власовым. И очевидно, что Штрик-Штрикфельд внушал ему надежды на то, что мы сможем изменить. Да, сейчас вот ужасные вещи творятся, но мы будем действовать по-другому. Он в какой-то момент сказал ему: к сожалению, фюрера все еще окружают ослепленные или там слепые люди. Ну, это примерно как товарищ Сталин произошла ужасная ошибка. То есть он еще верит в то, что фюрер добивается величия немецкого народа, а вот его окружают какие-то жуткие монстры. Ну, мол, а мы все изменим. У них возникает идея о том, что, может быть, можно объединить разрозненные отряды, состоявшие из российских пленных или перебежчиков, которые уже сражались в составе вермахта. Это у многих людей вот в вермахте была эта мысль, из них скомпоновать что-то. Но пока что к Власову приезжают разные пропагандисты нацистские и предлагают ему подписывать листовки, которые должны были разбрасывать над подразделениями Красной Армии. Главный посыл этих листовок: переходите на нашу сторону. Мы вас накормим, бейте
своих там политруков, бейте большевиков, переходите к нам. Многие из этих листовок были совершенно отвратительно антисемитскими. Антисемитизма у Власова совершенно не было. Но даже больше его волновало то, что ему предлагают подписывать листовки с призывом дезертировать. И он сказал, что я как солдат не могу призывать других солдат нарушить свой долг. Хотя он скоро сам, конечно, нарушит свой долг. И уже нарушил. Какой-то он подписал, где вроде не было прямого призыва к дезертирству. Потом от его имени будут многое подписывать. Вот тот же Николай Никулин вспоминает, вот в этой замученной, голодной, уничтожаемой армии, какое раздражение вызывали эти листовки, которые на них сбрасывались, совершенно тупой, идиотской, примитивной пропагандой. Кстати, со временем попытались сделать эту пропаганду потоньше, но все равно она плохо срабатывала. И Солженицын об этом писал, что отвергали эти листовки. И вообще-то пропагандисты нацистские хотят, конечно, использовать Власова вот именно для листовок. Получив генерала, который готов к какому-то сотрудничеству, они уже начинают в них писать: а вы знаете, что мы создаем русскую освободительную армию? В этот момент никакой армии, конечно, нет. Есть эти отряды, там, как их называли, добровольных помощников. Они все сами по себе. Власов к ним не имеет никакого отношения. Но его хотят вот как-то использовать. Его привозят в Берлин. И здесь он встречается с другими русскими, разными путями оказавшимися в Берлине. Это были тоже какие-то крупные чины, попавшие в плен и готовые сотрудничать. С другой стороны, он знакомится с людьми из НТС, из Народно-трудового союза. Это организация русских эмигрантов. Она в разное время называлась по-разному, но самое распространенное название НТС. Они возникли еще в 30-м году. Опять же, до этого были разные организации. И они пытались бороться с большевиками. Они удивительные вещи совершали в 30-е годы. В советское время их всегда мазали тоже только черной краской, пособники фашистов, националисты. Было дело, антисемиты тоже было дело. Но вот, скажем, Владимиров, который сотрудничал уже в совершенно другое время с НТС, естественно, тоже записывали там в пособники фашистов. Но НТСовцы тоже были очень разные. И они пытались забрасывать группы, такие диверсионные, в Советский Союз, то ли в надежде поднять восстание, или в надежде вести агитацию. Конечно, большая часть из этих людей погибала. Но вот когда началась война, вся старая русская эмиграция оказалась перед выбором: поддерживать этих людей, воюющих с большевиками, или же не поддерживать, потому что они нападают на их родину. Это вот тот же выбор ужасающий, который стоял перед Власовым. Кто-то отказался наотрез, как, скажем, Деникин. Для него вот это было невозможно. Кто-то вполне согласился и во многом даже разделял взгляды фашистов, как какой-нибудь Краснов. Все эти люди, плюс разные немецкие офицеры из вермахта, начинают манить Власова вот этой идеей русской освободительной армии, которая уже, если верить листовкам, существует, на самом деле нет. Вот мы объединим все русские отряды. В этот момент, в 1942 году, только помощников, так называемых этих хиви, было около 200 тысяч. Потом будет около 600 тысяч. Были еще отряды, которые были созданы по национальному признаку. Украинские, кавказские. Власов даже несколько озадачен. А вот это же какая будет огромная армия, если все это объединить. И здесь зарождается идея, думаю, во многом, конечно, под влиянием НТС, что если создать вот такую единую армию, то какая-то будет огромная сила для борьбы со Сталиным, для борьбы с большевиками. Очень расходятся данные о том, какое количество, даже не обязательно русских людей, выходцев из Советского Союза, служило в немецких войсках. Вообще, там ведутся споры очень сильные. Кирилл Александров, очевидно, крупнейший сегодня специалист по истории Власовской армии, несмотря на то, что ему не дали защитить докторскую диссертацию, вернее, отозвали его диссертацию тоже недавно, но очень серьезный историк. Вот он считает, что наиболее вызывающая доверие цифра – это где-то 1 200 000 или 1,5 миллиона. Теоретически Власов, мог бы их всех объединить под своим командованием. У него, наверное, была еще одна мысль, сильно облегчавшая ему совесть,
это то, что он сможет таким образом помочь очень многим людям. И он действительно пытался помогать. Но для этого ему надо служить немцам. И что такой печальный поворот всей этой истории? Заключается в том, что немцы-то не очень хотят, чтобы он им служил. Там происходит некоторое размежевание. Вот есть эти, ну, скажем так, умеренные люди в вермахте, которые хотели бы изменить политику вообще на Восточном фронте. И они считают, что если использовать русских как союзников, пусть второстепенных, пусть младших, но все-таки союзников, то это будет уже шагом к изменению общей политики. С другой стороны, наверху, конечно, Гитлер, Гиммлер, ну, это им и в голову не приходит. Но сначала делаются какие-то попытки. В 1942 году Власов и генерал Малышкин, еще один пленный генерал, они создают практически вдвоем, ну там еще с некоторым количеством людей, русский комитет. И они пишут воззвание, манифест, который будет называться Смоленским, хотя их даже не пустили сначала в Смоленск, а опубликовано было это обращение в Берлине. Подписано, что якобы они смоленские его сочинили. Обращение русского комитета к бойцам и командирам Красной Армии, ко всему русскому народу и другим народам. И начиналось это так: друзья и братья, большевизм – враг русского народа. Неисчислимые бедствия принес он нашей родине и, наконец, вовлек русский народ в кровавую войну за чужие интересы. Проходила такая линия, что вот это, значит, за англичан и американцев мы погибаем, а они нам совершенно не друзья, а друзья нам немцы, и не надо нам с ними воевать. И дальше идет вообще очень сильный текст. История нашей Родины не знает таких поражений, какие были уделом Красной Армии в этой войне. Несмотря на самоотверженность бойцов и командиров, несмотря на храбрость и жертвенность русского народа, проигрывалось сражение за сражением. Виной этому гнилость всей большевистской системы, бездарность Сталина и его главного штаба. Вообще-то не поспоришь. И наверняка тысячи людей и на фронте, и в тылу советском думали примерно то же самое. Только сказать не решались. Сейчас, когда большевизм оказался неспособным организовать оборону страны, Сталин и его клика продолжают с помощью террора и лживой пропаганды гнать людей на гибель, желая ценой крови русского народа удержаться у власти хотя бы некоторое время. Тоже, в общем, резонно. Конечно, тут национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ставит своей целью организацию новой Европы без большевиков и капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено почетное место. Затем они переходят к конкретным требованиям. Цели у них такие: свержение Сталина и его клики, уничтожение большевизма, заключение почетного мира с Германией, создание в содружестве с Германией и другими народами Европы новой России без большевиков и капиталистов. То есть будет Россия, она не будет завоевана. По крайней мере, так вот Власову это представляется. И потом длинный список того, что будет сделано. Ликвидация принудительного труда, ликвидация колхозов, восстановление торговли, ремесла, кустарного промысла, предоставление интеллигенции возможности свободно творить, уничтожение режима террора и насилия, гарантия национальной свободы, ну и много-много всего такого хорошего. Надо сказать, что это произвело сильное впечатление. Идея была, что вот это воззвание будут сбрасывать над позициями Красной Армии. Но считается, что вот Штрик-Штрикфельд схитрил, и пилот якобы ошибся и сбросил это над оккупированными территориями. То есть идея была прежде всего собрать тех, кто уже под немецким владычеством живет, и из них создавать вот эту русскую освободительную армию. И есть сведения о том, что это обращение вызвало огромный энтузиазм. Тут тоже, конечно, надо работать с источниками, надо их оценивать и все такое прочее. Но здесь содержались удивительные вещи о том, что вот будет, оказывается, какая-то новая Россия, а не будет просто жизненное пространство для арийской расы, что они будут в союзничестве с Германией действовать. И я уже не говорю о том, что лагеря мы отменим, террора не будет, колхозы распустим, а это, конечно, важнейшая мечта миллионов людей. Например, кто-то писал, что в Смоленске
ходят люди, ищут, где же этот русский комитет. Русский комитет в Берлине пока что. Но они же подписались в Смоленском. Где они? Была создана школа в Германии, в Даббендорфе, для будущей освободительной армии. Идут десятки, а по некоторым сведениям сотни писем людей, которые жаждут туда записаться. Дальше Власова отправляют в поездку по оккупированным территориям. Пока до высшего начальства все это не очень доходит, и, очевидно, от них пытаются скрывать. И он приезжает в разные города, он выступает в Смоленске в театре, который полон, и ему аплодируют. Вот этого представления, что все с презрением отворачиваются от него, как от предателя, совершенно нет. Он говорит о том, что будет новая Россия. То есть практически получается, что он говорит о том, что мы выйдем из-под оккупации. Ну да, мы будем в союзе с Гитлером, но и Сталина у нас не будет. Он говорит, русские сами должны свергнуть Сталина. Германия наш союзник, но мы не будем навязывать России национал-социализм. Он выступает в Смоленске, он выступает в Бобруйске, он выступает в Могилеве. Все его с огромным интересом слушают. Хотелось бы узнать, а вот как он, доходят ли до него сведения о том, что в это время на этих землях уничтожают людей, что работают душегубки, что сгоняют евреев в гетто. Легко сказать, конечно, я не знал. Наверное, знал. Безусловно, что ему это не нравилось. Естественно, он не может выступить против этого. А что у него там в душе, в голове происходит? Власов настолько окрылен вот этим успехом, как его все принимают, что когда он возвращается в Берлин, он пишет меморандум и отправляет его немцам, немецкому командованию. И главная идея та же, которую разделяли многие люди. Не исключено, хотя не доказано, что Власов общался со Штауфенбергом. Во всяком случае, Штауфенберг, судя по всему, знал об этих планах создания освободительной армии, создания этой школы. Власов пишет меморандум, что надо изменить восточную политику, надо использовать нас как союзников. И отправляет по наивности туда наверх. Никто не собирается ничего менять, конечно. Интересно, мы знаем, что Геббельс прочитал этот текст и написал, что остается только удивляться, насколько слепа наша администрация центральная в Берлине. Что вот если бы мы проводили другую политику на Востоке, мы бы добились куда больших успехов. Геббельс понимает, какая пропаганда работает, какая нет. Что вот, наверное, надо как-то действовать по-другому. Но все это никаких последствий не имеет. Его снова отправляют в поездку. Он выступает. На одном выступлении он говорит: вы хотите быть рабами Германии? Все, конечно, кричат: нет. Ну, просто здорово все. Это, правда, уже 43-й год. Уже начинается наступление, уже коренной перелом происходит в войне. Он продолжает ездить. А тем временем, скажем, Гиммлер пишет Борману, что то, что делает Власов, совершенно противоречит идеям фюрера. Потому что Гитлер не хочет слышать даже ни о какой отдельной русской армии. Да зачем она ему? Гиммлеру сообщают, что в одном из своих выступлений Власов сказал: сейчас русские антисталинисты в гостях у немцев. То есть вот я не в плену, я в гостях. А когда будет свободная Россия, то немцы будут нашими почетными гостями. Гиммлеры сообщают, что, оказывается, немцы будут у русских в гостях. Он в ярости, он сообщает Гитлеру. Гитлер тоже в ярости. Говорит: да вернуть его в лагерь, этого Власова. Правда, в лагерь его не вернули. Его посадили вроде бы как под домашний арест где-то под Берлином. Но при этом он из-под этого домашнего ареста ездит в школу в Даббендорфе, там встречается с преподавателями, с курсантами, занимается организацией ее. Потом возвращается. Но Гитлер несколько раз говорит: никакой армии, использовать имя Власова только для пропаганды. Ну, то есть, да, русские солдаты, переходите на нашу сторону, вот уже генерал Власов на нашей стороне. Все, больше ничего. Вот где-то в этот момент, в 1943 году, Власов наконец осознал, что никому он не нужен. Есть версия, что с этого момента он впал в уныние, в отчаяние и понял, что дело плохо. С другой стороны, его пытаются поддерживать. Вот тот же Штрик-Штрикфельд, какие-то еще приезжают военные, которые говорят: ну мы все-таки попробуем, мы будем работать. И он продолжает пытаться. Ситуация-то меняется. Ход войны меняется. С одной стороны, лето 1944 года – это покушение на Гитлера,
и огромные репрессии в немецкой армии, потому что выяснилось, что вот в этом заговоре против Гитлера, который у нас связывается часто с Клаусом фон Штауфенбергом и еще небольшой группой людей, а в нем были замешаны, или, по крайней мере, знали о нем довольно многие. Причем это были крупные чины. Многих арестовывают, кого-то вынуждают покончить с собой, кого-то казнят. И таким образом погибают как раз большая часть тех, кто пытался изменить политику Германии на Востоке, пытался как-то ее смягчить. А в то же время советские войска-то двигаются вперед. Произошла уже высадка союзников в Нормандии. 1944 год – это вообще уже время, когда многие в Германии понимают, что дело плохо. Гитлер, может, и не понимает, а вот Гиммлер, скажем, очевидно сообразил, потому что он в это время уже делает разные попытки что-то выторговать. Может быть, для себя лично, может быть, вообще для Германии. Вот у него безумная идея, что можно каких-то знаменитых евреев выменять у американцев на, там, предположим, какие-то поставки, на машины, на оружие. А может быть, таким образом можно будет сепаратного мира добиться. То есть вот он пытается какие-то пути отхода искать. И вот среди этих его безумных планов возникает мысль, что, а может, русских использовать? Во всяком случае, у нас будет какая-то поддержка, еще будут... Силы же еще кончаются у Германии. С осени идея русской освободительной армии из чисто пропагандистской фикции, она начинает превращаться хоть во что-то реальное. Власов встречается с Гиммлером, производит на него сильное впечатление. Поди пойми, это все тоже Гиммлеру нужно было для каких-то пропагандистских вещей, или он действительно считал, что если создать российские вооруженные силы, российскую армию, то это как-то поможет им. Один из немецких генералов записал свою оценку этой встречи. Власов со своей внешностью, манерами и расчетливым умом произвел сильное впечатление. Понятно, что Власов делал ставку не из симпатии к нам, а из реального расчета. Придя к власти при нашем содействии, он не был бы нашим преданным сателлитом. Его поведение определялось бы только интересами своей страны. То есть они понимали, что Власов, конечно, это не союзник, но зачем-то все-таки хотели его использовать. А Власов предполагал, что он сможет использовать их. Под контролем немцев в Прагу привозят самых разных русских людей. Кто-то из тех, кто попал в плен, кто-то из старой эмиграции. Провозглашается создание Комитета освобождения народов России. КОНР. Русская освободительная армия, фикция, она так и не существует, а существуют вооруженные силы вот этого комитета. По крайней мере, они начинают создаваться. В комитете было сначала несколько десятков человек, потом будет чуть больше 100. И это очень странное соединение очень разных людей. Разных по характерам, по нравственным качествам, по биографиям. С одной стороны, там, конечно, было очень много советских шпионов, скажем, смершевцев, которых забрасывали в той или иной форме, или, может быть, кого-то сагитировали потом. Там пронизано все было советскими шпионами. В Москве достаточно хорошо знали о том, что они делают. Помимо этого, были очень разные люди. Некоторые из этих судеб, они подробно описаны в книгах Кирилла Александрова. Это, говорит, фантастические судьбы. Там материала для романов авантюрных, в основном с трагическим концом, множество, много романов хватит. Только несколько людей, для примера. Георгий Желенков, человек из дворянской семьи, который сумел после революции выдать себя за сына железнодорожного рабочего и сделать партийную карьеру. Перед войной он был вторым секретарем Ростокинского райкома. Это тоже какая жизнь, что там у него было в голове? Он будет за пропаганду отвечать, будет газету «Доброволец» выпускать. Федор Иванович Трухин, совершенно другая судьба. Он из семьи военных, потомственный военный. В 1914 году он поступил на юрфак Московского университета. Хотел изучать право, но идет война. Он пошел добровольцем в школу прапорщиков. Он воевал. При этом он, очевидно, был достаточно революционных взглядов, судя по всему, еще до войны. Мы знаем, что он там в Костроме создавал революционный кружок, и в 18 году он приходит в Красную армию. В отличие от Власова, его не призывают, он, очевидно, приходит сам. Он сделает
карьеру военную, он будет генералом, в конце концов. Какие-то удивительные отзывы о его характере, о его нравственных качествах, о его благородстве, доброте и так далее, и так далее. При этом, очевидно, он довольно быстро разочаровался в своих революционных взглядах. Там один его брат в Костроме участвовал в восстании против большевиков еще в гражданскую войну. Другой брат был арестован в 1938 году. Трухин, тоже вот он делал военную карьеру, однако он оставался беспартийным. Он в 1941 году попал в плен, и дальше идет он такой же дорожкой, как Власов, он с ним сближается, он будет руководить Добендорфской школой и очень много сделает для того, чтобы вот пытаться создать армию. Он действительно, очевидно, действительно верит в то, что можно будет что-то сделать. Вот он готовит командный состав будущей армии, которая будет сражаться против большевиков. Конечно, я сказала, верит. Возникает вопрос, насколько можно было в 1943-м, особенно в 1944 году, верить, что еще что-то получится. Он же профессиональный военный, он знает, что происходит на фронте. Есть восхищенное описание Трухина, какой он был чудесный в молодости. Есть очень хорошие отзывы тоже о нем вот уже военной поры. Но вот есть такое описание. Немецкий литератор Двингер, который был близок к кругу Власова, он писал о Трухине. И голос его был, как и весь человек, как его лицо, как пожатие его руки без признака живой жизни. То есть он был какой-то застывший совершенно. Что-то подобное, очевидно, было еще в советское время, когда его родные вспоминали, как он сократил контакты с друзьями, со знакомыми, с родными в 30-е годы. То есть не исключено, что он ждал ареста и просто отсекал все эти связи. А теперь вот он какой-то безжизненный, очевидно испытывающий какие-то ужасающие ошибки психологические. Но вот, скорее всего, Трухин был главным защитником идеи, которая будет вдохновлять многих власовцев. Он считал, что сейчас Германия будет разбита, и вот их задача сохранить эти российские формирования, разбросанные по всем фронтам, объединить их под командованием Комитета освобождения народов России, и он надеялся, что они понадобятся союзникам, англичанам, американцам, потому что, конечно же, после окончания войны будет война между союзниками и Советским Союзом, и вот тут-то мы им понадобимся. Вот это была иллюзия, их вдохновлявшая. Они думали, что их примут союзники. Понятно, почему они это думали. Сегодня мы видим, что союз СССР, Америки и Великобритании оказался недолговечным. Мы знаем, что после Второй мировой войны начнется холодная война. Мы понимаем, что никто в этой антигитлеровской коалиции не доверял друг другу. Англия и Америка прекрасно помнили, что с 1939 по 1941 год Советский Союз был союзником нацистской Германии. И, в общем, увы, как не больно и не печально это говорить, но это объединение было вполне логичным. Два тирана договорились, чтобы делить между собой Европу. Трухин исходил из этого, и это казалось очень логичным. И на этом они строили свои надежды. Другой человек, полковник Владимир Гелерович Боярский, вот тот самый, кто потом будет как Владимир Боярский выступать, который вместе с Власовым написал письмо, он тоже такой кадровый военный. Вроде бы как он был адъютантом Тухачевского. Тогда, конечно, возникает вопрос, как он выжил. Может быть, он так сам о себе говорил. Он был ранен и попал в плен в бессознательном состоянии. Позже он говорил, до плена о переходе на сторону немцев не думал. Но в плену, в условиях свободных от диктатуры, получил возможность размышлять. Другая фантастическая биография. Человек, которого звали Михаил Меандров, полковник Меандров, его отец был священник, протоиерей. И поэтому, очевидно, у Меандрова особых вопросов не было, потому что его отец погиб в ссылке в 1924 году. В 1941 году полковник Меандров пытался вывести свой отряд из Уманского котла, попал в плен. Здесь тоже такое фантастическое развитие событий. Мне кажется, что вот все эти удивительные факты, они показывают, насколько сложнее история войны, чем то, как мы ее представляем себе даже сегодня. Меандров в лагере для военнопленных познакомился
с другим невероятным человеком, комбригом, которого звали Иван Бессонов. Иван Бессонов совсем другой типаж. Он был сын рабочего из Перми. Он пошел в 16 лет в Красную армию. Потом он стал чекистом. Потом он сделал карьеру в НКВД. То есть вот совсем все другое. Он добровольно сдался в плен. Он разрабатывает в лагере невероятный план, хотя вообще... Может быть, в этом что-то и было. Он убеждал немецкое командование, что надо создать отряд из нескольких тысяч российских пленных, забросить десант на север России, в район лагерей, и поднять там восстание зэков. Вот он считал, что этот десант освободит людей из лагерей, обозленных против Сталина, и они займут практически весь Урал, и дальше они будут, скажем, союзниками Германии, или как-то повлияют, может быть, поднимут восстание по всей стране. Вот такой безумный план, вообще неизвестно, может быть, он и сработал бы. И немцы какое-то время к нему прислушивались, потом они решили, что, конечно, создавать вот такое сильное, мощное соединение, еще забрасывать в тыл, это что-то подозрительно. И отказались от этого. И в 1943 году Бессонов был арестован, отправлен в лагерь Заксенхаузен. То есть это тоже такой более-менее привилегированный лагерь для крупных деятелей. Его освободили американцы, которые предупреждали его, какая будет судьба. Но он добровольно, вот кого-то насильственно репатриировали и отдавали советские войска, а он добровольно перешел в советскую зону оккупации, естественно, был расстрелян. Меандров какое-то время вместе с Бессоновым этот план разрабатывал, а когда Бессонова арестовали, то он примкнул к Власову. Тоже ведь создает русскую армию. Другой человек, который очень важную роль сыграет в судьбе Власовской армии, это полковник Сергей Буниченко. Какая-то невероятная судьба, но здесь про каждого надо говорить, что она невероятная. Он из крестьянской семьи, из бедняцкой семьи, служит в армии. Он, в отличие, скажем, там, от интеллигентного, выдержанного Трухина, он хулиган, он матерщинник, он бабник, он любит там выпить, закусить. Солдаты его обожают совершенно. При этом у него тоже в России судьба следующая. В 1937 году его исключают из партии, потому что он что-то там про колхозы не то сказал. Здесь тоже у меня интересный вопрос, почему в 1937 году его исключили из партии, почему его не арестовали. Может, это он создавал такую легенду. Начинается война, он воюет, очень храбро, очень он популярен у своих солдат. На Закавказском фронте он воюет, и дальше он выполняет ошибочный приказ, то есть не отдает его, а выполняет. Но ему приказали взорвать мост, он взорвал. Это оказалось ошибкой. Его судят, его приговаривают к расстрелу. Потом расстрел заменяют на 10 лет с условием отбытия срока после войны. И отправляют опять на передовую. Он сражается, там его войска терпят страшные потери, там огромное дезертирство. В конце 1942 года он попадает в плен, и уже весной 1943 он пишет рапорт, он слышит, что вот якобы существует эта освободительная армия, просит, чтобы его взяли на службу. И он будет командовать первой дивизией, одним из немногих соединений, которые действительно успели вот под командованием Власова создать. Полковник Зверев, который командовал второй дивизией, тоже создававшейся, здесь все тоже совсем по-другому. Он сын рабочего, тоже, значит, вступает в Красную армию, вступает в партию, служит. В конце 30-х по грани ходит, там его разрабатывает НКВД, то есть за ним следят, его подозревают, но все-таки его не арестовывают. Даже он в августе 41-го уже попадает в плен, выдает себя за рядового украинца, и вроде бы, значит, он готов на какое-то сотрудничество с немцами, он его выпускает из лагеря, он тут же переходит фронт, возвращается к своим, его сажают, как человека, побывавшего в плену и там непонятно что делавшего. Потом в 1942 году его выпускают, отправляют на фронт, и он опять попадает в плен. Причем он попадает в плен в Харьковском котле, этом жутком, в бессознательном состоянии. И вот снова, оказавшись в плену, он примыкает к Власову. Говорили, что как только он слышал только имя Сталина, он приходил в такую ярость, что с ним дальше разговаривать было невозможно. Ну, в общем, можно его понять. И вот эти люди,
такие разные, такие непохожие друг на друга, и еще многие другие, они начинают организовывать вот этот вот комитет освобождения народов России. Еще раз, это ноябрь 1944 года. Советские войска уже занимают большую часть Восточной и Центральной Европы. Американцы уже освободили Францию и двигаются к границам Германии. Вот в этой ситуации они начинают создавать этот комитет. Они начинают усиленно формировать эти свои дивизии. На что они рассчитывают? Совершенно непонятно. Это можно объяснять совершенно по-разному. Ну, то, что им деваться некуда. Все-таки их выпустили из лагеря, вот мы что-то сейчас поделаем, дальше попробуем как-то спастись. То, что они действительно в это верят, что они потом будут воевать с большевиками, что, может быть, они свяжутся с американцами, что они кому-то понадобятся. Есть такая романтическая версия, что вот они уже понимают, по крайней мере, часть из них, что все обречено, что они погибли, но им надо оставить след, им надо показать миру, за что они сражаются. Но это, мне кажется, слишком романтичным. Может, если кто-то так и думал, вот там Трухин, Власов, предположим, но все равно как-то это уж больно попахивает романами. 14 ноября 1944 года в Праге провозглашается создание Комитета освобождения народов России. Тоже очень характерная вещь, вот этот пражский манифест, где они сообщили о своем создании, о своих целях. Подписали сначала 37 человек, потом было больше. 13 крупных чинов Красной Армии, 9 советских профессоров, преподавателей, 7 старых эмигрантов, несколько крестьян, 2 рабочих, представители украинцев, калмыков, белорусов, казаков. То есть там самые разные люди. И они издают свой манифест. В основу новой государственности народов России комитет кладет следующие принципы. Равенство всех народов России и действительно их право на национальное развитие, самоопределение, государственную самостоятельность, утверждение национально-трудового строя, при котором все интересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния и развития наций. Они вот серьезно думают, что немцы что-то такое допустят. Или они играют в игры с немцами. Сохранение мира, установление дружественных отношений со всеми странами. Ликвидация принудительного труда, опять же. Ликвидация колхозов, установление неприкосновенной частной собственности, уничтожение режима террора и насилия, ликвидация насильственных переселений и массовых ссылок, введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати, ну и так далее, и так далее. Очень все хорошие слова. Надо сказать, что некоторых старых эмигрантов это, правда, шокировало, потому что они видели в этом программу февральской революции. А среди них были и монархисты, и кто угодно. Неважно, мы пока будем вокруг этого объединяться. Несчастная повариха Воронова, которая сдалась вместе с Власовым в плен, и которая потом будет и в это время его поварихой. Вроде бы как у нее было поручение от СМЕРШа, а я уже сказала, что СМЕРШем там все было пронизано, его отравить. И вроде бы как она ему призналась в этом. Ну, где здесь правда, поди пойми. Но, во всяком случае, позже уже на допросе она говорила, что каждый день приходили сотни писем, что все хотели записаться. Опять же, это люди, которые хотят просто вырваться из концлагеря, или люди, которые хотят действительно сражаться? Очень непонятный вопрос. Но есть какие-то тоже удивительные совершенно воспоминания. И это меня не устает поражать. Значит, еще раз, это осень 44-го, начало 45-го. Война заканчивается, Германия разваливается. Люди записываются в эту армию. Обер-лейтенант Кандауров, он был из русских эмигрантов, служил в Абвере. И в этот момент он находился в Курляндии, которая была уже совершенно оторвана от остальной немецкой армии, вот-вот будет занята советскими войсками. И вот он вспоминал, к ним каким-то образом попадает этот пражский манифест. Вот они сидят, окруженные уже со всех сторон. Чем больше манифест читали и понимали, тем большая радость охватывала всех русских бойцов, которые начинали верить, что теперь с немцами или без немцев шею большевикам свернут. Большое впечатление производило то обстоятельство, что в свое время Власов под Москвой разбил немцев. Это особенно ставилось ему в заслугу. Говорили, что он делал все, чтобы не попасть в плен, и попал раненым и недобровольно. Ходили уже легенды о том, как Власов обложил Гитлера
при личном разговоре и прогнал гиммлеров за шеи, и что теперь в Германии он делает, что хочет, а именно сговаривается с американцами, чтобы, когда разобьют немцев, вместе ударить по Советам. Ясно, что это написано после войны, надо понять, вот все ликовали, якобы русские бойцы, непонятно. Но здесь очень интересно описывается, как создается миф. Вот он Гитлера обматерил, Гиммлера прогнал, что он что хочет, то и делает. И вот здесь я вспоминаю исследования, замечательная знаменитая книга Чистова о русском самозванчестве. Мы когда-то говорили о ней в лекции о Пугачеве. Казалось бы, при чем тут это? Но он разбирает утопические мифы, ходившие в разное время, о том, что есть скрытый где-то государь, который придет, спасет, поможет. Вот это странные древние представления, архаические, они возникают тут тоже. Что Власов-то оказывается герой, что он с кем хочет, что хочет, и то и делает, что он нас всех спасет. Вот это вот желание вырваться из этой страшной мясорубки, в которую попали люди. Куда ни кинь, тут Сталин, тут Гитлер, тут бомбы. Куда идти? Как Вот Власов нас спасет. Насколько Власов это осознавал, свою функцию спасителя, это другой вопрос, на который тоже нет одного ответа. Мы очень мало знаем о том, что он думал в это время. Уж совсем не знаем, что он чувствовал. Он был под очень жестким контролем немцев. И он, конечно, это понимал. И он, конечно, понимал, на какие ужасные вещи он подписался. Потому что он должен с ними сотрудничать. Сам Власов, конечно, ни в каких карательных действиях не был использован, просто потому что он армию-то еще не успел создать. Ясно совершенно, что он не хотел этого. Другой вопрос, что бы произошло, если бы предложили, вот скажем, какой-то его отряд отправить на Восточный фронт и там уничтожать мирное население или сгонять евреев в гетто. Власов пытался объединиться с казачьим атаманом Красновым, который осознанно сотрудничал с немцами, чьи взгляды были близки фашистам. Краснов контролировал довольно большие казачьи отряды. Вот идея объединения очень была интересной. И они так присматривались друг к другу, выясняли взгляды. Краснов какие-то вопросы публиковал, обращенные к Власову. Но ничего не вышло. Они вообще не нравились друг другу и очень были далеки друг от друга. Но все равно же он сотрудничал. Все равно же он был замаран, и он, конечно, это понимал. Они пытаются делать армию. Сначала была такая школа диверсантов, скажем так, в Мариенбаде, где очень странными вещами занимались. Курсанты ходили в советской форме, они читали советские газеты, они жили по советским уставам. То есть это было такое погружение. Очевидно, хотели создавать диверсантские группы, которые будут забрасывать за линию фронта, и там они будут изображать из себя советских людей. Что бы с этим произошло, с ними мы не знаем. Конечно, школа в Даббендорфе, она пошла дальше, потому что они готовили уже командный состав. И был разработан текст присяги. Можно себе представить, как вот они сидели и работали над формулировками, чтобы не присягать немцам, но и чтобы немцы им разрешили это. Сначала текст был такой: «Я, верный сын своего Отечества, добровольно вступаю в ряды войск Комитета освобождения народов России. Перед лицом моих соотечественников торжественно клянусь». Сразу вспоминаю клятву пионеров. Сражаться под командованием генерала Власова до последней капли крови за благо моего народа против большевизма. То есть здесь Германии нет вообще, Гитлера нет вообще. Под командованием генерала Власова будем сражаться. Они показали эсэсовцам, те говорят: не, как не пойдет. Значит, давайте добавим. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами во главе с Адольфом Гитлером. Клянусь быть верным этому союзу. Это им пришлось добавить, но присяги лично Гитлеру не было, и они очень этим гордились. В какой-то момент в их документы Гиммлер требовал добавить, что мы боремся против мирового еврейства и против англичан и американцев. И вот Власов на англичан и американцев согласился, а про евреев не стал вставлять. Очень многие считают, что этот комитет – это правительство новое, а Власов – глава этого правительства. Вот как расползаются мифы. И у них вот в эту зиму 44-45 года, когда уже крушение Германии, у них планы, что они создадут 9 дивизий, что, в принципе, было возможно.
потому что русских, как мы уже выяснили, в плену огромное количество. Они надеялись использовать остарбайтеров еще и вообще создать такую грандиозную армию. И тогда, как они думали, во-первых, они будут независимы, и они будут всем нужны, в частности, американцы. Чем ближе американцы, тем больше они об этом думают. Но они должны как-то считаться с немцами. Вот они вставляют этот кусок, который им велели. Потом им присылают отряды совершенно ужасающие, которые они вообще не хотят брать к себе. Но они не могут сказать своим этим немецким кураторам, что нет, вот эти нам не нужны. А им присылают людей, связанных тоже с поразительной историей, которая тоже еще ждет подробного рассказа о себе. В 80 километрах от города Брянска находился городок под названием Локоть. Как мы понимаем, Брянская область в 41-42 годах была ареной суровых боев. Здесь происходила битва за Москву, здесь Брянский фронт оборонялся, здесь шло немецкое наступление очень сильное. Осенью 41-го здесь начнется во многом партизанское движение, много всего другого. Когда советские войска стали отступать, а немецкие наступать, то здесь два бывших инженера, красноармейца и, очевидно, когда-то репрессированных человека, Каминский и Воскобойник, создали республику. И эта республика пыталась сохранить свою независимость. Там творились жуткие дела. Они вполне были готовы к сотрудничеству с немцами. Их газетка, там какие-то просто вой был антисемитский ужасающий. Там было насилие, террор, все что угодно. Бронислав Каминский, который стал обербургомистром этой республики, он выдвинул идею создания русской освободительной национальной армии. Значит, отличается буковка «Р» – национальная, не случайно, потому что там национализм был такой махровый совершенно. Там сначала, во-первых, то партизаны приходили, выбивали оттуда всех немцев, значит, конечно, убивали кого-то, кто сотрудничал с немцами. Приходили немцы, убивали тех, кто сотрудничал с партизанами. Там кошмар был полный. Он начал создавать эту свою освободительную армию, которая потом просто стала дивизией СС. И набрал туда такой дряни и таких мерзавцев, что ужас просто. В 1944 году, когда немцы подавляли Варшавское восстание, а Красная армия стояла на другом берегу Вислы и смотрела на это, то вот эту вот дивизию Каминского туда перебросили, и они творили бог знает что. Они убивали, насиловали, грабили. Прежде всего грабили. Их вообще вот это интересовало. И дело дошло до того, что немцы расстреляли Каминского. Ну, понятно, не для того, чтобы заступиться за жителей Варшавы, а потому что, вообще-то, вермахт и СС тоже не одобряли просто такой неорганизованный грабеж. Дисциплина от этого портится. Значит, Каминского расстреляли, а вот с этими остатками его войск надо что-то делать. А вон там Власов создает армию. Отправить к нему. Эти пришли, значит, у них по 5 пар часов на руке. Они умеют только грабить. У всех золотишко в огромных количествах. Везут подводы с награбленным добром. И их интересует только охрана этих подвод. И их включают в эту армию. Вот это тоже показывает. То есть начинается из самых благородных побуждений, а дальше они не могут их не взять. Они вели переговоры, договорились с немцами, что возьмут только часть самых дисциплинированных. Они их пытались воспитывать, они наводили дисциплину, они как-то там добились того, что не давали грабить все время. Но при этом они хотели изъять награбленное этих замечательных товарищей. Это не удалось. И они торговали всячески, и спекулировали, и остались в составе тоже. Таковы были условия игры. А рядом были совершенно другие люди, которые действительно хотели сражаться с большевиками, которые хотели выступать против немцев. Немцев вообще все очень не любили, естественно, в плен-то попавшие. Там было несколько групп в этих дивизиях уже созданных, которые пытались какой-то заговор против немцев устроить. Потом их даже арестовали, потом Власов с ними побеседовал, их освободил. И один из этих заговорщиков собрал своих людей и сказал, командир сказал, что мы от немцев отрываемся и идем своим путем. То есть, очевидно, он их успокоил, сказал, что да, мы сейчас пока с немцами, а потом все будет по-другому. Подождите немножко. Немцы, значит, понимали,
понимали тоже, не дураки. Они видят, что это союзники те еще. Власов говорит, вот мы создаем дивизии, бригады, дайте нам оружие. Вообще-то их не очень хотели им давать оружие, но, стиснув зубы, что-то там передавали и так далее. Потом, это уже начало 45-го. Как мы знаем, в этот момент в Германии мобилизуют мальчиков, школьников, пожилых людей, уже вообще некому сражаться. И возникает идея, ну давайте этих русских отправим на фронт. Власов не допустил, чтобы их отправляли против союзников, потому что он надеялся договориться с союзниками. Ну а что это значит? Если отправляют не против американцев, отправляют против своих. И они идут туда. Часть этих созданных подразделений отправили на фронт, и они там хорошо сражались. Они прекрасно понимали, что если они попадут в плен, что с ними будет. Это же со своими. Вот был пленный, которого они пытались завербовать, а он сказал, ну хорошо, против большевиков, а это своих надо будет стрелять-то. Я не пойду. И, конечно, такое тоже многие говорили. Была удивительная история. Значит, вот та часть, которую отправили на фронт, ну, сначала у них учебный лагерь. А рядом находятся узники концлагеря, которых, очевидно, используют на каких-то подсобных работах, и среди них очень много русских. И вот потом один из власовцев вспоминал, положение оказалось щекотливым для нас и нашего начальства. Там русские заключенные под немецким сапогом, а мы в форме Германии со щитом Андреевским освободительной армии, ну, со щитом, в смысле, с нашивкой, конечно, на рукаве. Неожиданное положение длилось недолго. Отстранив стражу в бок, которая, к удивлению, не сопротивлялась, наша брашка стала навещать заключенных, нося им еду, до тех пор, пока мы там были. Как-то раз вечером заскочил туда, застав картину. Пара наших резались в карты за столом с кацетниками, ну, то есть с заключенными. Так и не знаю, что там происходило после нашего отъезда на фронт. Припоминаю по разговорам, что там были разного рода русаки, включая военнопленных красноармейцев. Каким-то образом нашелся общий язык и понимание положения. Такой случай во вражеской стране не забудешь. Комитет освобождения народов России вербует людей в лагерях, пленных. Кто-то отказывается, как я уже сказала, кто-то идет. Интересно, что им не хватает командного состава. Вот я вспоминаю, у Белой армии во время гражданской войны была другая проблема. Там был момент, когда армия вообще почти полностью состояла из одних офицеров. И стали принудительно мобилизовывать крестьян, что, конечно, не способствовало популярности белых. А здесь как раз красноармейцы скорее идут. Солдатики. А офицеров не хватает, вот их отправляют в эту школу, готовят. Был генерал Лукин, которого они пытались на свою сторону переманить. И он сказал, вы губите не только себя, но и народ, который вы призываете. Вашей задачи вы не достигнете. С горсточкой людей вы хотите выступить против Красной армии, которая разбила немцев и уничтожила их военную силу. Я знаю, что меня ждет на родине пенсия и скромный домик, где я, как калека, мог бы дожить свою жизнь. Лукин был действительно сильно ранен, и, очевидно, это его спасло, и поэтому эта вот его надежда оправдалась. То есть его не арестовали, хотя он был под контролем НКВД, он, конечно, никаких там наград потом не получал, но, во всяком случае, его оставили в покое. Это произошло не со всеми, кто был в плену, как мы знаем, к сожалению. Те, кого отправили на фронт, там перестрелка, и они кричат им какие-то свои вот эти идеи из Пражского манифеста. А всем этим власовцам все время, вот отдел пропаганды работал. Им все время рассказывали, за что они сражаются, им объясняли. Они пытаются через фронт крикнуть. Ну, понятно, какой-то уровень пропаганды, и им в ответ кричат, у нас предателей нет. Ну, кричат, что там на самом деле думают, мы не знаем. Удивительно, что какие-то были перебежчики на сторону немцев даже в самые последние месяцы, когда, казалось бы, уже все ясно. Понятно, в каком настроении находится немецкая армия, вообще вся Германия. Все дело идет к концу, полный крах, полный ужас. А есть много воспоминаний уцелевших власовцев, тех, кто потом оказался на Западе, о том, что вот в эти месяцы 45-го года, январь, февраль, март, очень много воспоминаний о том, как они радовались, как они ликовали. Потому что скоро все кончится, потому что скоро мы пойдем к американцам, и все будет хорошо. Так вот получилось, что учебный лагерь, где находилась часть
этих власовских отрядов не попадал под американские бомбежки. Ну, очевидно, более-менее случайно. Говорит, вот, американцы нас не бомбят, потому что они знают, Власов уже договорился. Была ситуация, когда подбили самолет, там был французский летчик, и он выпрыгнул и оказался на территории, занятой власовцами. И они его спрятали. И несколько дней они пытались его отбить от немцев. Потом, конечно, немцы его забрали. Ну, то есть они уже ощущают себя будущими союзниками, не понимая, что они вообще-то, конечно, никому не нужны. Какое-то совершенно сюрреалистическое описание того, как 16 февраля 1945 года советские танки уже идут по Польше, по Германии. 16 февраля происходит смотр первой дивизии, которую формирует Буниченко. Приехал Власов, приехал Трухин. И дальше какая-то совершенно сюрреалистическая вещь. Во-первых, им разрешили поднять российский флаг. Ну, не советский, естественно, а российский, бело-сине-красный. Но это уже на всех производит впечатление невероятное. Власов сказал снять нашивки с немецкими орлами. Они это с восторгом сделали. Батюшек приглашают, молебны. Для многие вообще первый раз эти молитвы слышат. Да? Какой-нибудь солдатик из Красной Армии. Исполняется песнопение XVIII века «Коль славен наш Господь в Сионе». Есть описание, как все были тронуты. Я вот думаю, большинство этих солдат, они слушали, они вообще понимали, что это. Власов произносит речь, все, конечно, в восторге. Но очень характерно, что в этой речи он, например, говорит следующее. «Знамя освобождения будет водружено когда-нибудь на родине. Если не нами, то нашими собратьями. Многие из нас не доживут до этого дня, но он придет». Конечно, он понимает, что дело плохо, но у него еще есть какие-то надежды. Это 16 февраля. Они, конечно, не знают, что с 4 по 11 февраля в Ялте проходила встреча Большой Тройки Сталина, Черчилля и Рузвельта, на которой много вопросов обсуждалось. В частности, Сталин пообещал, что через 3 месяца после победы над Германией советская армия вступит в войну с Японией. Иногда говорят, что за это он получил гарантии того, что все советские граждане, которые окажутся на территории, занятой союзниками, будут возвращены в Советский Союз. Причем это, конечно, обсуждалось как благородная вещь. То есть мы не будем задерживать ваших граждан, мы обеспечим для них возвращение на родину. Но это потом обернется страшной трагедией для многих. Мы знаем, что заодно уже возвращали часто и тех, кто никогда не был советским гражданином, а там иммигрантов первой волны и много всего другого. Но многие советские граждане этого не хотели, а их будут насильственно репатриировать. Это уже решено, но они об этом не знают. 27 февраля 1945 года в Карлсбаде, в Карловых Варах нынешних, проходит встреча всего состава Комитета освобождения народов России. Власов делает доклад, где говорит, что вот наши войска хорошо себя показали на Одерском фронте, а еще рассказывает, что они добились смягчения положения устарбайтеров. Они действительно этого добивались, ну и добились. Им пообещали, там, что не будут применять физическую силу, еще что-то. Ну, то есть есть какие-то реальные успехи. В то же время они сидят, значит, здесь вот на территории Чехословакии, связи с Германией практически нет. Контроль над своими войсками они совершенно непонятно как осуществлять. Они в унынии. Власов все время под контролем эсэсовцев, с ним вообще трудно общаться. Там, значит, кто-то пьет бесконечно, кто-то пускается в разврат, кто-то в полном отчаянии. Ясно, они чувствуют катастрофу. Генерал Малышкин чуть позже запишет в записной книжке: «Март – период безделья, бесконечные разговоры о необходимости посылки уполномоченных». То есть, скорее всего, они обсуждали, как послать уполномоченных к американцам, но что-то не могли понять, как это сделать. На этом съезде Власов как-то осторожно, завуалированно объяснил, что с ним вроде бы связывались представители чешского сопротивления и предлагали действовать вместе. Но обсудили, решили, что это совершенно какая-то утопия, и решили этого не делать, не рисковать. Желенков, этот бывший секретарь райкома-то, он пытается всех убедить, что членам комитета надо срочно эвакуироваться в Испанию. И вообще была такая возможность. Ну, то есть солдат мы бросаем, даже офицеров бросаем, нам надо себя сохранить.
Это было встречено возмущением полнейшим и отказ. Они после долгих разговоров решают следующее, что, во-первых, им надо все войска сконцентрировать. То есть для того, чтобы их вообще приняли всерьез, это должны быть не 100 каких-то непонятных людей. Они должны показать, что у них есть что-то похожее на армию. И двигаться на юг. Они решают двигаться в сторону Югославии. У нас Югославия в войне ассоциируется прежде всего с партизанами Тита, что понятно, это была главная сила, и это была сила коммунистическая, ориентировавшаяся в тот момент на Сталина. Но вообще на территории Югославии было много других партизанских соединений, которые были совсем не коммунистические, которые признавали власть прежнего короля. И вот с ними решено попытаться объединиться. Значит, для этого надо как-то где-то соединиться вместе, но, очевидно, на территории Чехословакии, и двигаться на юг, прорываться. В то же время они решают вот хоть как-то пытаться вступить в контакт с союзниками. Значит, одного человека отправляют в Швейцарию, потому что вообще Власовым заинтересовался Красный Крест. Красный Крест резонно совершенно опасался, что немцы, отступая, будут уничтожать узников концлагерей, как и происходило во многих местах. Вот они пытаются через Власова повлиять на Гиммлера, думают, что это возможно, вот чтобы попросить его не делать этого. Кажется, действительно, Власов какое-то прошение писал. Но этот самый Жеребков, которого отправили в Швейцарию, сначала он хотел получить визу, ему не дали визы. При этом интересно, что они сначала действовали втайне от немцев, а в апреле уже какие-то эсэсовские чины говорят: идите, хорошо. То есть они рассчитывают, что если эти русские наведут какие-то мосты, может, и мы спасемся. То есть немцы ему разрешают выезжать, а швейцарцы не дают визы. Он отправился на границу, думал там перебраться, не пускают. Тогда он перешел границу нелегально, но как только он там обнаружился, его депортировали обратно. Ну, правда, он попал в американскую зону оккупации. Один из людей из Власовского окружения пытался начать переговоры с американцами. Офицеры американские ему говорят: а если Сталин такой плохой, чего же вы его не переизбираете? Вот уровень их понимания проблемы. Но это был не какое-то командование, а вот обычные офицеры. Чего вы хотите? Ну, капитулируйте, если вы не хотите дальше сражаться. Георгий Желенков сумел пробраться на территорию Австрии и встречался с представителями Временного правительства Австрийской Республики, которое там уже тоже в последние дни войны возникало. Они говорят: хорошо, мы готовы предоставить вам политическое убежище. Но в этот момент, это уже начало мая, было совершенно невозможно связаться с основными силами, которые двигались на юг по Чехословакии и в надежде добраться до Югославии. То есть вот все эти попытки закончились ничем. А надо понять, что это уже апрель, начало мая, то есть везде царит, на немецких территориях царит полный хаос. Кто-то пытается сдаться американцам из тех же власовцев, кто-то, наоборот, теперь уже пытается перейти фронт, попасть к русским. Никто ничего не понимает, как действовать, что, где. Какая-то часть старых эмигрантов поняла, что вообще дело плохо, сейчас придут большевики, от которых мы уже удирали после гражданской войны. Они, значит, взяли несколько автомобилей и просто исчезли в неизвестном направлении. То есть уже во многом каждый сам за себя. Вот в этой ситуации Власов, Трухин, Буниченко, при всех их различиях, они пытаются что-то сделать. Главная идея Власова – сконцентрировать войска все вместе. Их основные войска состояли из 2 частей. И он отправляет Трухину приказ, чтобы его войска шли в Чехословакию на соединение с ними. А Трухин считает вообще-то, что надо двигаться к американцам, не соединяться и там прорываться в эту мифическую Югославию, непонятно как и зачем, а вот скорее сдаться американцам. Они не могут связаться между собой. Трухин отправляет людей к Власову с информацией. Их поймали чешские партизаны и повесили. Он сам начинает двигаться, тоже попадает к партизанам. Но в конце концов Трухин окажется в руках у советских властей, и его ждет та же судьба, что и Власова. А Власов пытается как-то, значит, двигаться дальше, на юг. Опять есть воспоминания, что такое лихорадочное веселье царит, что мы все-таки что-то делаем. Вот они какой-то концлагерь освободили заключенных. Что-то происходит, во всяком случае. Ясно, что скоро все закончится. Идея Власова вот в эти дни, последние дни апреля, начало мая, не связываться с немцами.
Он очень боится, что если они проявят как-то вот свои антинемецкие настроения, что станет ясно, что они идут к американцам, ну и тут ясно, что немцы их уничтожат. Он пытается своих офицеров убедить, пытается немцев убедить, что все в порядке. Своим говорит: мы слушаемся немцев. Хотя при этом вот видно, что немцы отдают одни приказы, а Власов другие. Немцы говорят: идите туда, а Власов говорит: идите в другом направлении. Но при этом он пытается, чтобы все было что-то крыто, чтобы можно было двигаться спокойно. Но уже так сильны в его войсках антинемецкие настроения, что они жаждут вообще что-нибудь сделать. Один человек говорил, что в этот момент разрабатывался план, что вот создадим такой большой кулак, будем прорываться на Западную Украину, и там поднимем восстание. Это тоже идея, не лишенная резона, если вспомнить, какое было сопротивление на территории Украины. Но из этого, конечно, тоже ничего не вышло. Где-то или 28 или 30 апреля Власов едет к немецкому командованию группы «Центр». Очевидно, он пытается их убедить, что они по-прежнему верны Германии, чтобы не было никаких нападений на них. Немцы вообще хотят их разоружить. Власов дает гарантию генералу Шернеру, командующему группой армий «Центр». Если на них не нападут, то они не будут никаких действий против немцев предпринимать. И он надеется, что вот так вот тихонечко-тихонечко они будут уходить. То ли кто-то кого-то обманул, то ли это просто непонимание, то ли это общий хаос. Но вроде бы как Шернер ему это обещал. Мы вас не трогаем, идите. Хотя у него были планы разоружить эту первую дивизию Буниченко, которая была самая боеспособная из всего, что они успели создать. Совершенно непонятная ситуация с Власовым, потому что, очевидно, произошли какие-то конфликты между ним и Буниченко. Некоторые потом писали, что вообще Власов был на положении пленника в этот момент в собственной дивизии. Может быть, из-за того, что он вот так вот предлагал осторожно действовать по отношению к немцам. Во всяком случае, вот в эти дни, конца апреля, начала мая, он уже очень пассивен, он погружен в себя. Ну, может быть, дело в том, что он понимает ситуацию. Они могли бы пройти мимо Праги, ну и дальше двигаться, сохранить людей и идти в сторону американцев. Но с ними вступают в контакт представители чешского сопротивления. Там тоже были разные группировки. Там были коммунистические партизаны, вот те, которые вешали власовцев. А были те, которые готовы были с ними идти на сотрудничество. И они обращаются, очевидно, к Буниченко и просят его помочь им освободить Прагу от немцев. До 2 мая он им не дает ответа. Как-то, значит, все-таки вот хочется просто пройти. Власов убеждает, что вот надо перетерпеть эти несколько дней, дальше все будет хорошо, американцы нас примут, пойдемте тихонечко. Но 2 мая генерал Туссен, который за несколько дней до этого получил приказ разоружить эту дивизию, вот он почему-то продолжает этот приказ выполнять, пытается его выполнить. Здесь не ясно, ведь Власов-то с Шернером договорились, то ли они договорились, а Шернер обманул, то ли до Туссена не дошло, то ли он как-то уже сам пытается действовать. Но 2 мая он предъявляет ультиматум власовцам. Он требует, чтобы они выполняли те приказы, которые им дает немецкое командование. В случае, если дивизия уклонится от в свое время предписанного маршрута, и уклониться от выполнения поставленной ей в связи с этим задачи, против дивизии будет применена вооруженная сила. Александров вообще считает, что не было бы настоящему пражского восстания, а там бы ограничилось все слабыми перестрелками, если бы Буниченко все-таки не решил их поддержать. Тут, конечно, окончательный ответ никогда не будет получен, но во всяком случае ясно, что власовцы сыграли огромную роль в пражском восстании. Вот меня поражает такая вещь. Мой дедушка закончил войну в Праге. Среди его многочисленных медалей и орденов у него была медаль за освобождение Праги. Но он вообще немного рассказывал о войне. Как все настоящие фронтовики, он не очень это любил. И о лагере не так уж много рассказывал. И никогда ничего я не слышала от него о власовцах в Праге. Вот когда уже я прочла «Архипелаг ГУЛАГ» и впервые оттуда узнала про роль власовцев в освобождении Праги. Но дедушки моего уже не было в живых. Спросить его я уже не могла. И это удивительно. Вот насколько, при том, что он был не из трусливых, дед мой, но вот насколько это просто въелось в кровь,
что о власовцах говорить не надо. Почему власовцы вмешались в ситуацию в Праге? Они прошли мимо. Разные даются объяснения. Простейшее советское объяснение: пытались искупить вину перед Родиной. Александров резко против этого возражает и говорит, что вот этого точно у них не было. И, в общем, действительно, они как-то собирались к американцам идти. Есть версия, что Буниченко надеялся, что чехи дадут им политическое убежище. Но тут тоже вопрос, потому что, а какие чехи? Органы сопротивления? Ну что, может быть, они как-то проявят себя вот в этом восстании, и чехи будут их защищать потом от советской власти. Есть версия, что ультиматум, который был ему поставлен, это окончательная вот последняя капля, которая его подтолкнула. Сейчас немцы по нам ударят, а потому что мы же хотим прорываться в другую сторону. Так лучше уж мы поможем чехам выгнать немцев. Существует миф о том, что якобы в этот момент Власов позвонил каким-то загадочным образом в штаб Первого Украинского фронта и предложил, что они нанесут удар по Праге при условии полного прощения. И что якобы кто-то им там сказал, ну давайте, давайте, а вот когда они уже Прагу освободили, то никому они оказались не нужны. Солженицын верил этой версии. Но, в общем, сегодня понятно, что это миф. Конечно, никуда Власов не звонил. Он был человек, может быть, наивный, но не настолько. Он был против этого вмешательства, потому что он считал, что это ставит их под удар, что немцы еще могут им повредить. Ну и похоже на то, что он еще доказывал, что все-таки мы от немцев-то поддержку получили, они нас снабжали, они нас приняли. Типа нехорошо. Но это тоже звучит как-то уже очень романтически. Кирилл Александров по этому поводу пишет. Власов руководствовался неким идеальным видением ситуации, Буниченко ультиматумом от Туссена. Не знаю, иногда мне кажется, что Александров идеализирует сильно Власова. Есть воспоминания одного из участников совещания, вот где это все обсуждалось, что Власов покинул собрание офицеров и сказал: если мои указания не являются для вас обязательными, мне здесь делать нечего. Но, во всяком случае, Власов вот в эти дни совершенно подавлен, пассивен, и не его роль здесь главная. Власовские войска начинают двигаться в сторону Праги. 5 числа в Праге начинается восстание. Власовцы раздают по дороге портреты своего главнокомандующего. У них было некоторое количество танков. На танках написано «Смерть Сталину, смерть Гитлеру». Это, кстати, лозунг, который вполне бы приняли, например, аковцы польские, партизаны армии Краевой. И здесь, наверное, тоже многие бы с этим согласились. Их приветствуют по дороге чехи как освободителей. В Праге уже и демонстрации, и стрельба, баррикады. Первый украинский фронт под командованием маршала Конева стоит где-то примерно в 130-150 километрах от Праги. Власовцы ближе находятся и уже идут сюда. Сталину сообщают о том, что происходит. Вообще, Конев должен был 7 мая начать движение к Праге. Сталин приказывает начать раньше. И 6-го советские войска начинают двигаться, но они все равно еще далеко. Их пока тут еще совершенно нет. Пражское радио передает на русском языке: офицеры и солдаты Власовской армии, мы убеждены, что в эту последнюю фазу борьбы против немецких агрессоров вы, дальше интересно, как русские и советские граждане, поддержите Прагу в ее восстании. В этот же момент, а уже советскими силами создано такое просоветское правительство на территории Чехословакии, министр этого правительства на Прагу выступает и говорит: не пятнайте чистый щит антинемецкого сопротивления союзом с власовскими предателями. С 6 и 7 мая идут бои, в которых участвуют власовские войска. Немцев вытесняют. Не сразу это происходит, в разных частях города в разное время. Вот в этот момент власовцы узнают, что, оказывается, американские войска не идут к Праге. Что американцы договорились с советским командованием, что вообще-то сюда идет Красная армия. Это для них удар. Они здесь застряли в Праге, а сейчас сюда придет Конев. В ночь на 8 мая власовцы уходят из Праги. На какое-то время сюда вернулись немецкие войска, но уже сопротивление было бесполезно. Они капитулируют, и Красная армия, практически без сопротивления занимает Прагу. Власовская дивизия двигается дальше, они пытаются добраться до американцев. И надо сказать, что вот в следующие дни,
там, 8-го, 9-го. Чехи их встречают как освободителей, им дарят цветы, их обнимают. Там Власову где-то подарили бюст Масарика, первого президента независимой Чехословакии. То есть их встречают как освободителей. Им нужно не это, им нужны какие-то гарантии, им нужно политическое убежище у американцев. Они двигаются вперед, медленно, естественно. Ситуация абсолютно хаотическая, неясно, куда им обращаться, к кому. Они вот с разными какими-то частями американскими вступают в контакт. Где-то им говорят, вот как прекрасно, что вы искупили свою вину. Для них это неожиданно. Они-то ждут, что их сейчас американцы примут с распростертыми объятиями, как врагов большевиков, но американцы совершенно к этому не готовы. Там, может быть, президент Труман уже где-то про это думает. Рузвельт умер уже к этому времени. Обычные какие-нибудь командиры, обычные американские солдаты, в то самое время, где на территории Германии происходит встреча на Эльбе, где там обнимаются, руки друг другу жмут, обмениваются подарками, они считают Советский Союз своими союзниками. Это не то, чего ожидали власовцы. К ним начинают приходить представители советского командования и говорят, что надо вернуться на родину. Обещают, конечно, прощение, возможность искупить свою вину и так далее, и так далее. Одна из таких советских делегаций, скажем так, какие-то представители пришли к Буниченко, а при этом присутствовал немецкий майор пленный, который потом вспоминал. Они передали Буниченко пожелание Сталина вернуться со всей дивизией в объятия Родины. Комментарий Александрова. По свидетельству Швенингера, Буниченко передал Сталину ответное приглашение, не поддававшееся дословному цитированию и переводу на немецкий язык. Власовцы уходят из Праги, Первый Украинский фронт приходит. При этом некоторое количество власовцев остались в Праге. Потому что тоска по родине, потому что надеялись, что их простят, потому что просто не хотели дальше нигде метаться. Пытаются сдаться советским войскам. Конечно, большая часть из них просто сразу была расстреляна. Других тоже ожидали печальные очень дни. А остальная часть пытается двигаться в сторону Пльзеня, где, как они знают, стоят американцы. В следующие несколько дней можно было бы очень подробно рассказывать об этих мытарствах остатков власовской армии. Отсылаю всех желающих к книге Кирилла Александрова «Армия генерала Власова», где это очень прямо по часам у него расписано. Но если коротко, то одновременно развивается несколько вещей. С одной стороны, они пытаются бешено вступить в контакт с американцами. И в разных местах, в разных частях по дороге они где-то с кем-то ведут переговоры. Никто как-то никакого убежища им не обещает. Им предлагают капитулировать. И то еще далеко не все хотят у них принимать эту капитуляцию. Какие-то части сдаются кому-то и отправляются в лагеря для военнопленных. Но и позже очень многие из них в соответствии с этими Ялтинскими соглашениями, несмотря на их нежелание, будут переданы советским властям. Единственный человек, который как-то попытался вникнуть в то, что происходит, был капитан Донахью, который командовал гарнизоном, занимавшим один из чешских городов. Он ничего этого не знал, и он долго разговаривал с Власовым. Власов ему объяснял, рассказывал свою позицию, свою судьбу, свою программу, и тот пытался их защитить, но он был капитан. Он ничего не мог, естественно, сделать. А в остальном никому они особенно не нужны. В то же время командование Первого Украинского фронта жаждет получить власовцев и прежде всего Власова. И генерал Фоминых получает приказ не дать власовцам уйти на территорию американцев. Некоторые части из них уже на американской территории. То есть что значит американская территория? Нет американской и советской территории. Это условность. Есть часть Чехословакии, занятая советскими войсками, есть американскими. Есть некая демаркационная линия по договоренности проведенная. Но ясно, что это не граница. Не так, что здесь всюду стоят войска советские, тут всюду стоят войска американские. Здесь есть города, здесь есть деревушки, здесь есть леса, где можно прятаться. Там партизаны. Какие-то из этих партизан встречают их с распростертыми объятиями. Спасители, друзья, вы нам помогли Прагу спасти. А это может быть коммунистический отряд, который сразу вздернет на дерево или выдаст советскому командованию. И они продвигаются в этой ситуации. А генерал Фоминых отдает приказ и отправляет отряд ловить Власова. Этот отряд вооруженный заходит
на территорию, которую вообще-то контролируют американцы. В какой-то момент, еще 9 мая вечером, на очередные какие-то переговоры Власов поехал с какими-то очередными американскими командирами, и в его окружении, которое за ним следовало, и один начинает из офицеров уговаривать: давайте переоденемся в штатскую одежду и растворимся. И это был для них шанс. Они переоделись, они нашли одежду для Власова, что было нелегко при его росте под 1,90 м. И когда он вернулся, они ему говорят: вот удираем. И он в ярости стал их распекать. Мы не можем бросить людей. Заставил их снова одеться в форму, и они вернулись. Что там они думали в этот момент, я не знаю. Вот эти остатки Власовской дивизии, они оказываются зажаты в 3-километровом коридоре. То есть, с одной стороны, уже расположение советских войск, с другой – американских. И они просят американцев дать им проход на территорию, занятую американцами, то есть уйти дальше, в глубину, туда, где уже их, по крайней мере, вот ближайшие дни не догонят советские войска, советская власть. Американцы тянут и говорят, что 12 мая будет дан ответ. А тем временем уже отряд советский зашел на американскую территорию и приближается сюда. А еще приходят агитаторы, которые говорят: возвращайтесь. Донахью пытается их как-то оградить. Он садится на джип, он едет к полковнику, командующему этим корпусом выдвигающимся, говорит: вы на американской территории, уходите отсюда. Они останавливаются, но не уходят. Власовцы, им надо протянуть время. И там какая-то уже странная произошла история, которой разные есть объяснения. Буниченко все время разъезжал в одном месте, в другом он был. Один из его людей ехал, искал его, попал в расположение советских войск, быстро сориентировался, вроде бы как, сказал: я парламентер от дивизии Буниченко, пришел обсудить условия нашей капитуляции. И дальше какие-то переговоры. Им, конечно, обещают, что все будет хорошо, отлично, вас Родина простит. И они таким образом тянут время. Уже даже какие-то условия выработаны, ездят туда-сюда, переговорщики. Они все ждут, что им скажут американцы. И в 8 утра 12 числа от советских войск приходят очередные представители. Вот условия, о которых мы говорили, давайте, начинайте, идите к нам. А в 10 утра Донахью им сообщает, что им отказано в проходе. Все, они погибли. И Донахью говорит Буниченко, тоже, конечно, нарушая все приказы, он говорит: значит, через несколько часов весь этот район будет занят советскими войсками. Наши командующие заключили договоренность. Я могу здесь оставаться еще 3 часа. Я сейчас выставлю танки, которые не дадут этой бригаде советской продвигаться дальше. То есть у вас 3 часа. Буниченко дает указания, все, как когда-то выходили из окружения. Маленькими группками каждый прорывается как может. Что и будет происходить? Кого-то убьют партизаны, кого-то захватят советские люди, кто-то доберется до американцев и уцелеет, кто-то доберется до американцев и его выдадут. Все будет по-разному. Было много самоубийств в этот момент, конечно, тех, кто вот понимал всю безнадежность положения. Что касается Власова, то вроде бы ему, опять же, Донахью предлагал переодеться, перейти на нелегальное положение и пробираться в глубину американских расположений. Он опять отказался. Но 12-го уже понятно, что деваться некуда. Власов, Буниченко, еще несколько командиров со своим окружением, с сопровождением американским, который им выдал Донахью. Они пытаются уехать в сторону американцев, но основная версия, очень распространенная, была в том, что Власова нашли, что его везли завернутым в ковер. Кирилл Александров резонно очень возражает, что это, в общем, нужно было для того, чтобы унизить Власова. И в какой ковер можно завернуть здоровенного генерала, как бы он поместился в этой машине. И главное, еще непонятно, почему он уже по американской территории едет завернутым. У меня ощущение, что это напоминает байки о том, что Керенский в женском платье бежал. Их догоняет отряд автоматчиков, перекрывают им дорогу. Их 7 машин, и американский танк идет. И вот в этот момент Власова попросили, очевидно, пригнуться, как-то лечь на сиденье и накрыли плащ-палатками. Они его не видят сначала, но шофер машины на него показал, надеясь, очевидно, прощение получить. Они требуют выдачи его.
Ну, вообще требуют, чтобы все, кто здесь на этих машинах едут, поехали в расположение советских войск. В этот момент несколько машин оторвалось, помчалось назад, то есть они помчались к Донахью за помощью. Тот прислал еще несколько танков. Но американцы, конечно, не вмешиваются. Это не наше дело. Капитан Якушев, который командует этим отрядом автоматчиков, он наводит автомат на Власова, а тот уже, конечно, в такой прострации. Тот спокойно говорит: ну, стреляйте, я свое уже пожил. И их всех забирают. Интересно, что сохранился список вещей, которые были изъяты у Власова. Ну, там были фотографии, еще что-то. У него был нательный крест. И самое удивительное, что у него был партбилет. То есть вот он этот свой партбилет сохранил, когда ходил в окружении. Ну, это понятно, потому что если ты потерял партбилет, это страшное преступление. И он был у немцев, и он был в концлагере, и он был, там в Берлине, и в Смоленске, и где угодно. И у него сохранился партбилет, который он вез с собой. Вот это фантастическая совершенно деталь. Дальше от него генерал Фоминых, которому его доставляют, требует, чтобы Власов подписал обращение к своим солдатам, чтобы они переходили на сторону Красной Армии. И Власов некоторое время колебался, но Фоминых сказал, что если нет, мы сейчас их танками раздавим. И он подписал: переходите, гарантирую вам безопасность, возвращайтесь на родину. Но на какое количество людей это подействовало, тут, конечно, сказать трудно. Многие уже в этот момент пытались, по крайней мере, бежать. Донахью еще успел нескольких офицеров вывести куда-то там в глубину американского расположения. А Власова и других захваченных офицеров с солдатами-то быстро разобрались. В середине мая перевозят в Москву и начинают готовить процесс. Причем интересно, что сначала предполагалось, что этот процесс будет открытым. Вот таким, как судили Бухарина, Каменева, Зиновьева и других. Разоблачение предателей. Потом что-то засомневались. Их готовили к этому процессу. Там непонятно, пытали их или нет, но с ними работали. Говорили, что вот будет процесс, вы не имеете права говорить о своих политических взглядах, вы должны только признаться в предательстве своем. К ним подсаживали их бывших сослуживцев, которые тоже там их в чем-то убеждали. Потом все-таки решили не рисковать. Может быть, потому что несколько человек, вот прежде всего Власов, Трухин, Буниченко, они так мужественно себя вели. Ну, было понятно, что они будут говорить о своих политических взглядах. И было принято решение, что процесс будет закрытым, потому что взгляды этих подлых подсудимых объективно могут совпадать с настроениями определенной части населения, недовольной советской властью. 23 июля уже до начала процесса на заседании Политбюро было решено, что всем им будет вынесен смертный приговор. При этом процесс длился 2 дня. 1,5 даже. То есть 30 июля они признают свою вину, отвечают на вопросы. 31 еще читается обвинительный приговор, суд удаляется на совещание, и, конечно же, всех приговаривают к смертной казни. Уже на следующий день, 1 августа, они все были повешены во дворе Бутырской тюрьмы. Все разговоры о том, что там с особым садизмом их вешали, это, судя по всему, неправда. Но очень характерно, что их приговорили к казни через повешение, то есть их лишили права на военную, как бы более достойную казнь через расстрел, чтобы подчеркнуть, что они не военные, они предатели. Так закончилась жизнь генерала Власова. Те, кому удалось выбраться на Запад, а такие были, конечно, потом писали воспоминания, создавали общественные организации, там, пытались сохранять какие-то традиции, но понятно, что, в общем, это был крах. Были ли они обречены на поражение изначально? Должно ли все было погибнуть, просто потому, что они стали служить Гитлеру? Или у них был шанс действительно превратить войну с Советским Союзом в войну с большевизмом и изменить власть в Советском Союзе? Конечно, выглядит очень маловероятным. То есть был шанс, если бы их поддержали американцы. То есть, если бы война продолжилась уже между Америкой и Советским Союзом. С учетом того, что мы сегодня знаем об атомном проекте, который разрабатывали и американские, и советские ученые, в общем, наверное, все-таки это благо для всех нас,
что такого столкновения не произошло. Но это означало продолжение власти Сталина, сохранение прежнего режима. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне и тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Если вам понравилась эта лекция, пожалуйста, не забудьте поставить лайк или сделать репост. Конечно, интересно узнать, что вы думаете о Власове. Для вас он кто? Подлый предатель, не заслуживающий никакого сочувствия? Герой, которым можно восхищаться? Может быть, ни то, ни другое? Несчастная жертва? Человек, пошедший на сделку с дьяволом, но ради благих целей? Человек, пошедший на сделку с дьяволом из трусости и слабости? Жду ваших комментариев. Счастливо!